Ки был обычным хулиганом, которого выгнали из школы, но когда на него напал таинственный незнакомец и убил его отца, он узнал, что в его жилах течет кровь демона, и решил овладеть своими силами, чтобы отомстить. Давным-давно в Японии жила раса демонов, называемых Они, которые уничтожали все на своем пути и убивали людей, когда им вздумается. Никто не осмеливался противостоять им. Но затем появился храбрый человек по имени Момотаро, который стал спасителем человечества. Он напал на базу Они, убив тысячи из них, но это было только начало долгой войны между Момотаро и Они, которая продолжается и в наши дни. Не подозревая, что эта старая сказка связана с его судьбой, подросток по имени Шики чистит свою коллекцию оружия, разговаривая по телефону с другом. Он смеется над тем, что его недавно выгнали из школы из-за драки, и говорит, что ему все равно, потому что ему надоело каждый день видеть уродливые лица своих одноклассников. В этот момент приходит его приемный отец Цуеси и бьет его по голове, требуя объяснить, почему его выгнали из школы. Шики просит его оставить его в покое, и Цуеси снова бьет его за то, что он неблагодарный ублюдок. Но на этот раз Шики уворачивается. Цуеси спрашивает Шики, что за черт с этими пушками, ведь у них винный магазин, а не оружейный. Шики дразнит его, говоря, что винный магазин едва держится на плаву, потому что все знают, что он теряет клиентов. Цуеси отвечает, насмехаясь над ним за то, что он ведет себя так высокомерно после того, как его выгнали из школы, и Шики принимает это на свой счет. Он говорит, что никогда не станет таким неудачником, как Цуеси, и рад, что они не родственники по крови. Это задевает чувство старика, но он спускается вниз, потому что ему нужно ответить на деловой звонок. Цуеси уходит за посылкой, а Шики вздыхает, жалея, что его не усыновил какой-нибудь богатый человек. Затем он пытается потренироваться в стрельбе, но его пугает взрыв снаружи дома. Он выходит на улицу, чтобы посмотреть, что происходит, но густой туман мешает ему что-либо разглядеть. Внезапно из тумана вырывается странный черный туман, и Шики в шоке отшатывается. Туман следует за ним, хватает его за ногу и вытаскивает на улицу, а затем бросает на землю. Когда Шики встает и спрашивает, что происходит, появляется страшный старик в белом, готовый напасть на него. Но в следующий момент возвращается Цуеси и врезается в нападавшего на своей машине, а затем говорит Шики, чтобы тот садился в машину. Он уезжает так быстро, как только может, говоря, что им нужно срочно покинуть страну. Но Шики все еще не понимает, что произошло. Он спрашивает отца, как он мог убить кого-то своей машиной. Но Цуеси говорит ему, что этот человек еще жив, и им нужно уехать как можно дальше. Он очень расстроен и просит Шики внимательно его выслушать, потому что у них мало времени. Цуеси говорит Шики, что он потомок Они, а человек, который только что напал на него, потомок Момотаро. Шики просит его перестать шутить, потому что сейчас не время для этого. Но Цуеси говорит ему, что он говорит серьезно. В этот момент в крышу машины вонзается лезвие из черного тумана, и Цуеси едва успевает увернуться. Он понимает, что нападавший их догнал, и вдруг окна их машины затягивает черным туманом, полностью ослепляя их. Цуеси останавливает машину возле заброшенного склада и быстро выходит из нее, говоря Шики, что им нужно немедленно спрятаться. В этот момент машина взрывается, и когда Цуеси оборачивается, он видит, что Шики пропал. К счастью, он видит след черного тумана, ведущий на склад, и понимает, что его сына забрали туда. Внутри склада Шики оказывается в ловушке гигантской паутины из черного тумана, а перед ним стоит страшный человек по имени Самодайр. Самодайр говорит Шики, что из-за крови в его жилах он всего лишь вредитель, а истреблять таких вредителей – работа агентства Момотаро. Шики все еще в шоке от того, что Самодайр выжил после того, как его раздавила машина. Но тут появляется Цуеси и говорит ему, что сказка о Момотаро – это реальная история. Он говорит, что тысячи лет Момотаро, и они воевали друг с другом через своих потомков, в которых течет их кровь. В конце концов, потомки Момотаро объединились и создали агентство Момотаро, получив преимущество в битве и заставив они скрываться среди людей, чтобы выжить. Шики все еще не понимает, что происходит, но Цуеси говорит ему, что пусть папа разбирается с этим. Самодайр внезапно создает два меча из черного тумана, и в ответ Цуеси тоже использует эту способность, чтобы сразиться с ним. Двое мужчин бросаются друг на друга, скрещивают мечи и выпускают мощную ударную волну. Цуеси каким-то образом отталкивает Самодайра, но тот говорит, что он стал слабее, чем раньше. Самодайр объясняет, что черный туман — это уникальная способность, которой могут пользоваться только потомки Мао, а Цуеси когда-то был его старшим в агентстве Мао. Шики в ужасе от того, что его отец потомок Мао, но Цуеси говорит, что он совсем забыл об этом. Самодайр спрашивает его, забыл ли он, насколько опасны они. Он заявляет, что за укрывательство Они Цуеси тоже будет уничтожен. Цуеси отвечает, нападая первым,
но они с Самодайром равны по силе. Шики может только в недоумении наблюдать за их безумной схваткой, а Самодайр спрашивает Цуеси, почему он защищает монстра, который живет только ради разрушения. Цуеси говорит ему заткнуться и пытается нанести ему серьезный удар, но Самодайр оказывается намного быстрее, чем он ожидал, легко уклоняется от атаки. А затем наносит Цуеси сверхбыстрый удар, серьезно ранив его и вырубив. Шики в отчаянии видит, как его отец истекает кровью, и проклинает Самодайра, говоря, что убьет его. Но Самодайр говорит ему, что скоро он отправится в загробный мир вместе с отцом. В этот момент Цуеси хватает его за ноги, и Самодайр спрашивает его, почему он так далеко зашел, чтобы защитить Ани. И он отвечает, что ему не нужна причина, чтобы защищать своего сына. Он говорит, что Шики еще никому не причинил вреда. И неправильно убивать его только потому, что в нем течет кровь. Самодайр просто создает меч из черного тумана, чтобы прикончить его. И ярость, кипящая внутри Шики, наконец достигает предела. Его глаза краснеют, и он клянется, что убьет ублюдка, который пытается навредить его отцу, и его демонические силы пробуждаются. Из каждой поры на его лице начинает течь кровь, а из головы вырастают демонические рога. Шики кричит, что убьет Самодайра, и когда тот оборачивается, чтобы посмотреть на него, то видит, что Шики больше не скован паутиной. В следующий момент рядом с его лицом появляется куча пистолетов, сделанных из крови, но благодаря своей быстрой реакции он успевает отразить все выстрелы. Однако Шики уже переместился в другое место, и пока Самодайр пытается понять, где он прячется, он замечает, что с крыши капает кровь, где Шики висит вниз головой, как сумасшедший Бэтмен. Увидев его окровавленную фигуру, Самодайр понимает, что Шики пробудился и теперь может сражаться, управляя своей кровью. Но это даже не самое страшное в битве с Ани. Внезапно Шики бросается на него, отталкивая мощными ударами. Самодайр быстро переворачивает стол и отрубает ему руку, но Шики отпрыгивает назад и мгновенно отращивает ее. Затем он безумно кричит, и Самодайр начинает потеть, понимая, что эта битва будет нелегкой. Шики проявляет свою силу в виде множества пистолетов, сделанных из крови, и Самодайру приходится использовать всю свою силу и скорость, чтобы отразить пули. В этот момент Шики выпускает в него чертову ракету, и благодаря своим инстинктам Самодайр едва успевает увернуться, и ракета взрывается позади него. Старик вынужден бежать от безжалостной атаки Шики, но затем бросает в него свой меч, надеясь быстро его прикончить. Но этого недостаточно, и Шики быстро догоняет его и отбрасывает в сторону. Самодайр слишком устал и ранен, чтобы двигаться достаточно быстро, и Шики наступает ему на лицо, прежде чем выпустить в него целый военный батальон пуль. Но Самодайру каким-то образом удается выжить, хотя он сильно ранен. Он проклинает Шики, но вдруг Шики падает, и пистолет, сделанный из крови, разбивается. Его трансформация в Ани прекращается, и, глядя на свои окровавленные руки, Шики сходит с ума, не понимая, что только что произошло. Самодайр вспоминает, что это типичная реакция людей, впервые пробудивших свои силы Ани. Собрав остатки сил, он снова призывает меч из черного тумана, решив закончить начатое прямо сейчас. Но как только он собирается нанести удар Шики, между ними вскакивает Цуеси, жертвуя собой, чтобы спасти сына. Самодайр спрашивает его, как он мог рискнуть своей жизнью, чтобы спасти мальчика, даже увидев, каким монстром он стал. Цуеси просто думает о том, каким милым мальчиком был Шики, и говорит своему старому другу, что быть счастливым отцом — это не так уж плохо, даже если это ненадолго. В этот момент на место происшествия приходят несколько гражданских, услышав взрыв, и вызывают пожарных, и Самодайр решает пока отступить. Он превращается в черный туман и исчезает, оставив раненого Цуеси и растерянного Шики одних. Шики паникует и говорит отцу, что вызовет скорую, но тот просит его остановиться, потому что знает, что это конец. Он просто хочет в последний раз поговорить с сыном. Цуеси говорит ему, что никогда не мог рассказать ему о его происхождении от Ани, потому что это означало бы, что есть люди, которые хотят его убить. Но теперь он может только попросить Шики стать достаточно сильным, чтобы победить Момотара, и Ани, чтобы он мог жить свободно и счастливо. Но Шики кричит ему, чтобы он замолчал, потому что он еще не закончил с ним. Он выводит его на улицу, говоря, что они поговорят, когда ему станет лучше, и Цуеси улыбается ему в последний раз, прежде чем испустить последний вздох. Когда он падает на землю, Шики сходит с ума. Сначала он пытается его разбудить, а потом начинает безудержно плакать. Вскоре после этого туда приезжает мужчина на роликах, и когда Шики оборачивается, чтобы посмотреть на него, тот вырубает его одним ударом по голове, а затем увозит в место, где такие, как он, могут стать сильнее. Пока Шики без сознания, ему снятся счастливые моменты, когда он играл в парке под присмотром отца. Но затем сон резко обрывается, и Цуеси умирает от руки Самодайра.
Шики резко просыпается и смотрит в налитые кровью глаза Самодайра. Но когда он оглядывается, то обнаруживает, что связанный с кляпом во рту сидит на стуле в большом пустом зале. Прямо за ним стоит парень на роликах, который его похитил, и делает отжимания на одной руке с зонтиком, а затем встает, как только видит, что Шики очнулся. Красавчик представляется как Ната, такой же они, и быстро показывает свои рога. Шики слишком растерян и даже не обращает внимания на Ната, который отказывается говорить ему, где они сейчас находятся. Он сообщает ему, что тело его отца хранится в другом месте, и он привел его сюда для извлечения и оценки. Затем Ната внезапно подъезжает к доске в углу и подтаскивает ее ближе к Шике, демонстрируя, как быстро и эффективно можно передвигаться на роликах вместо ходьбы. Затем он начинает объяснять Шике, что такое агентство Момотара, говоря, что он уже видел парня, который может управлять черным туманом и использовать его как оружие. Агентство Момотара находит и охотится на Они, и в ответ они создали свое собственное агентство, чтобы дать отпор. Ната говорит, что его работа находить недавно пробудившихся Они, таких как Шики, и приводить их в безопасное место, где он может оценить, достойны ли они присоединиться к агентству Они. После этого краткого вступления он ставит доску на место и снимает кляп с Шики, чтобы взять у него интервью. Как только он снимает кляп, Шики начинает кричать, чтобы его освободили. Он также проклинает Ната, угрожая убить его, если он причинил вред телу его отца. И Ната сразу же снимает с него балл, который и так был равен 0. Он называет Шики идиотом за то, что тот не понял, что значит безопасно храниться, потому что он упомянул об этом пару минут назад. Шики злится на него и говорит, что не может доверять такому подозрительному красавчику, как он, и Ната этого и не ожидал. Он решает снимать с Шики баллы за каждое его ругательство и требование освободить его, говоря, что он должен сотрудничать, если хочет пройти оценку. Шики плевать на оценку, но он хочет поскорее освободиться, поэтому старается сдерживать гнев. Однако он не может даже этого сделать, и Ната говорит ему, чтобы он перестал так на него смотреть. Шики срывается, услышав это, и Ната решает оценить его нестандартным методом, потому что обычные методы не работают с психами. Он снимает галстук, и прежде чем Шики успевает понять, что происходит, Ната душит его изо всех сил. Шики паникует, задыхаясь, а Ната говорит, что истинная природа существа раскрывается, когда оно находится на грани смерти, и это то, что он хочет увидеть. Шики пытается сопротивляться изо всех сил, но не может вырваться из удушающего захвата, даже когда у него идет кровь из всех отверстий на лице. Вскоре он теряет сознание, и Ната разочарован в нем, но кровь, которую Шики только что потерял, пробуждается благодаря своей силе. Она превращается в острые шипы и атакует Ната, который без труда уклоняется от атаки. Внезапно он обнаруживает, что на него направлен кровавый пулемет, а за ним стоит Шики в состоянии берсерка. Он открывает огонь по Ната, а затем отступает, когда удовлетворен. Но его атаки даже не задели красавчика, который защитился, покрыв свой зонтик кровью. Он снимает с Шики 100 баллов, потому что тот даже не знает, как использовать свою кровь Они, а затем решает показать ему, как это делается на самом деле, хотя он ничего не вспомнит, когда состояние берсерка закончится. Шики внезапно бросается на него, но Ната готов ко всему, и через несколько минут Шики приходит в себя, лежа на полу. Он не понимает, что только что произошло, но затем смотрит на свои красные руки и паникует, понимая, что снова вышел из-под контроля. Ната спокойно садится на него сверху и говорит, что это нормально, что он ничего не помнит, потому что когда они впадают в состояние берсерка, они теряют рассудок. Вокруг них полный беспорядок из-за их драки, и Шики говорит Ната, чтобы тот перестал его поучать, когда сам использует свою кровь как оружие. Ната тут же убирает свой кровавый зонтик, говоря Шике, что он никогда не впадал в состояние берсерка, потому что может контролировать свою силу. Затем он заявляет, что больше нечего сказать, потому что Шики не может присоединиться к агентству Они. Шики до сих пор не понимает, что происходит, но если он что-то и знает наверняка, так это то, что Ната невероятно силен. Он решает проглотить свою гордость и умоляет Ната взять его в подчиненные, потому что хочет стать сильнее и отомстить за своего отца. Ната тут же отказывает ему, говоря, что такие как он, которые не используют свой мозг во время боя, всегда первыми погибают в настоящей битве. Он называет его бесполезным ничтожеством, которое не может контролировать ни свой мозг, ни свою силу, и Шики изо всех сил сдерживает свою ярость. Затем Ната заявляет, что пора избавиться от Шики, потому что берсерк Они — обуза для всех. Он использует свое специальное кольцо, чтобы порезать большой палец, и из него течет кровь. Он превращает кровь в зонтик, и Шики внезапно понимает, как заставить его передумать. Он убегает от Ната, а затем бросается на него, волоча кулак по земле, пока не пойдет кровь.
Ната быстро превращает свой зонтик в колючий щит, который защитит его от любой атаки в ближнем бою, а затем просчитывает возможные действия Шики. Шики в последний момент подпрыгивает, что было одним из вариантов, которые просчитал Ната. Но затем удивляет его, используя шипы, чтобы отскочить в сторону и направить окровавленный пистолет ему в лицо. Шики полностью сосредотачивается на пистолете и делает мощный выстрел, отдача которого отбрасывает его назад. Он не может поверить, что ему удалось попасть в Ната, но оказывается, что и в этот раз он не смог. Ната просто блокирует кровавую пулю пальцем и разбивает ее, не отдавая Шики должное за атаку, потому что тот наполовину впал в состояние берсерка, чтобы напасть на него. Когда Шики, кажется, снова теряет рассудок, Ната решает прикончить его своим особым приемом. Он заключает себя в защитную клетку и призывает лучников, созданных из его крови, готовых стрелять по его команде. Однако, заметив, что Шики борется со своими инстинктами берсерка и берет свою силу под контроль, Ната отменяет свой особый прием. Шики гордится тем, что ему удалось контролировать свою силу, но падает на землю, потому что потратил слишком много энергии. Ната не может поверить, что Шики не только контролировал свои силы, но и подавил режим берсерка, что под силу далеко не каждому. Он спрашивает, как, черт возьми, ему это удалось, но Шики самодовольно говорит ему, что он должен принять его в подчиненные, чтобы получить ответ. Ната говорит, что подумает об этом, и Шики решает считать это согласием. Он говорит, что когда Ната говорил о контроле над своей кровью, он ничего не понял, но когда увидел, как тот порезал большой палец и использовал кровь для создания оружия, у него появилась идея. Он подумал, что раз они оба то он может просто скопировать его, и, как ни странно, это сработало. Он не понимал всех тонкостей, просто позволил своей руке кровоточить и мысленно приказал ей создать оружие. Шики все еще в восторге от того, что его план сработал, и спрашивает Ната, что он об этом думает. Ната считает, что это полная чушь, потому что так не бывает. По его опыту, глупым и эмоциональным подросткам, вроде Шики, трудно контролировать свою кровь, в то время как рациональные и спокойные люди, вроде него, лучше всего умеют использовать свою силу. Он думает, что Шики не прислушивается к голосу разума и даже не позволяет режиму берсерка контролировать себя, и может использовать свои инстинкты, чтобы заставить свою силу подчиняться ему. Он считает, что это очень грубый метод, но он также может дать кому-то взрывную силу. Он начинает думать, что делать с этим уникальным случаем, когда вдруг Шики говорит ему, что ему нужна сила, чтобы отомстить за своего отца и убить человека, который его убил. Он говорит Ната, что если тот возьмет его в подчиненные и всему научит, то он станет ему полезен. Однако Ната отказывается рассматривать такую возможность. Он превращает свой зонтик в копье и говорит, что такие, как он, представляют опасность для общества, потому что он даже не знал, что может контролировать свою силу, и просто рискнул. Он говорит, что не может принять его в подчиненные, а затем делает вид, что собирается ударить его копьем, но попадает в пол рядом с его головой. Он говорит Шике, что не возьмет его в подчиненные, а в ученики, и это сбивает Шики с толку, потому что он думает, что это одно и то же. Ната говорит, что он едва прошел испытание, но даст ему шанс доказать свои способности. Шики не понимает, что происходит, поэтому Ната решает начать с основ. Он говорит ему, что они находятся на острове под названием Врата Ада, который раньше назывался Онигасима. Это было место, где Мамарао убивал демонов, но теперь это место, где они могут жить в безопасности. В центре острова находится Академия Рисетсу, военное училище, где они учатся сражаться с агентством Мамарао. Шики приходит в ужас, узнав, что он на острове, но Ната тычет его в лицо, говоря, что это не важно. Самое главное, что в Академии Рисетсу его научат всему – общему образованию, контролю над кровью они, боевым приемам и истории Мамора и они. Ната – классный руководитель Шики, и он рассказывает ему больше о том, как все устроено в Академии, но это больше, чем может вместить его крошечный мозг. Шики это даже не волнует, потому что все, что он хочет знать, это сможет ли он стать достаточно сильным, чтобы отомстить за своего отца. Ната не может дать ему никаких гарантий, но говорит, что если он не сможет стать достаточно сильным, чтобы сражаться с агентством Мамарао, его исключат из школы. Вскоре Шики переодевается и с нетерпением ждет, когда пойдет в другую школу, но Ната предупреждает его, что в этом году испытания прошли и другие люди, и он, вероятно, самый неумелый из них. Внезапно Шики вспоминает о своем отце и спрашивает Ната, где его тело. Ната отвечает, что они оставили его в морге, потому что хотели, чтобы Шики сам организовал похороны в соответствии со своими убеждениями. Шики немного грустит, думая о смерти отца, и Ната говорит ему, что быть грустным идиотом – пустая трата времени, и он должен сосредоточиться только на том, чтобы стать сильнее и отомстить. Шики говорит, что он, похоже, хороший парень, и это смущает Ната, который убегает, говоря Шики, что если он не придет на урок раньше него, его исключат.
Шики каким-то образом догоняет его, и пока он думает, как ему войти в класс, чтобы получить максимум ауры, Ната просто пинком открывает ему дверь. Шики чувствует, что из-за своего нелепого появления он задолжал немного ауры, и просит у мальчика в маске по имени Джин салфетку, чтобы вытереть кровь из носа. Джин оказывается еще большим эдгелордом, чем их учитель. И он говорит Шики, чтобы тот перестал с ним разговаривать. Шики злится и начинает дразнить его за то, что у него еще нет рогов. Джин просто показывает свои рога, говоря, что только тупые новички, которые не могут контролировать рога, постоянно их выставляют на показ. Этот комментарий оскорбляет другого парня по имени Икари, который тоже не может контролировать свои рога. В классе становится напряженно, когда Шики подходит к Джину вплотную. Однако, прежде чем ситуация обостряется, за ними внезапно появляется Ната, и Шики оказывается сидящим рядом с Джином, даже не понимая, как это произошло. Джин тоже в шоке, но у Ната нет времени разбираться, что думают его ученики. Он говорит, что на первом уроке они будут играть в догонялки. Он ведет всех учеников в лес, говоря, что у них есть час, чтобы вернуться в школу, не попавшись ему на глаза. Затем Ната объявляет, что любой, кто не вернется в школу вовремя, будет исключен, и ему все равно, что возражает Шики. Затем он говорит ученикам, что они могут использовать свои силы, а он будет использовать свои только в том случае, если кто-то выйдет из себя. Джин уверенно говорит, что его могут убить, если он не будет использовать свои силы, и Ната не возражает. Вместо этого он говорит, что если кто-то убьет его, то сразу же закончит школу и сможет присоединиться к любому отряду, который захочет сражаться с агентством Мамаро. Затем он говорит, что школа готовит их к реальным испытаниям, и он будет проверять их на каждом шагу. Он спрашивает всех, готовы ли они, и Шики отвечает, что сделает все возможное и сдаст экзамены на отлично. Затем Ната говорит, что есть еще одно правило, и достает 2 мяча, которые все еще меньше моего. Он говорит ученикам, что они должны взять с собой мяч, когда придут в академию, чтобы пройти это испытание, а затем внезапно бросает их в запретную зону. Ученики думают, что поскольку мячей всего 2, им придется сражаться за них. Но затем Ната говорит, что они будут разделены на команды. В первой команде Шики, Джин и робкая розоволосая девчонка Амер. Во второй группе — хулиган Дакари и ботаник Джуджи, а в третьей группе — нервный Року и Куина, которая кажется самой уверенной из всех присутствующих. Ната говорит 3 командам, что войдет в запретную зону через 15 минут после них, чтобы они могли получить преимущество. Но Шики перебивает его, говоря, что не хочет объединяться с чудаком в маске. Ната говорит ему, что его исключат, если он не сможет работать в команде, и он вынужден взять свои слова обратно. После этого Амер вежливо представляется Шики, у которого никогда в жизни не было общения с девушками. У него сразу же появляются бабочки в животе, когда он видит, что Амер подходит к нему, и он уверенно говорит ей, что защитит ее. Она смущается, услышав это, и говорит ему, что ему не нужно заходить так далеко, потому что все, чего она хочет, это не мешать ему. Затем она подходит к Джину, чтобы представиться, но он фанат Тати, который даже не удосуживается ответить ей. У Амер падает самооценка, и она начинает плакать и извиняться за то, что заговорила с ним. Шики начинает кричать на Джина за то, что он обидел девушку, а затем быстро подходит к Амер, чтобы утешить ее, говоря, что она не должна портить свою милую внешность слезами. Затем он возвращается, чтобы подразнить Джина, но фанат Тати говорит ему перестать быть бета-самцом. Ната прерывает их ссору и говорит им идти внутрь, потому что у них нет на это времени. Джин и Шики сразу же бегут в запретный лес, и через некоторое время Амер тоже следует за ними. Внутри Джин начинает прыгать по деревьям, как ниндзя из Наруто, думая о том, что убийство Ната принесет ему диплом и право присоединиться к любому отряду, который он захочет. Он хочет воспользоваться этим шансом, чтобы снова оказаться на передовой и встретиться со своим злейшим врагом. Но тут Шики внезапно нападает на него сзади, прерывая его внутренний монолог. Джин спрашивает его, что с ним не так, и Шики отвечает, что собирается доказать, что он сильнее его. Джин тоже готов к бою и снимает маску, чтобы показать ужасные шрамы вокруг рта. Шики пугается, но говорит, что только слабаки хвастаются своими старыми шрамами, но Джин не поддается на его насмешки. Он просто снимает перчатки, показывая, что его рука тоже покрыта шрамами. Он разрывает один из швов, чтобы выпустить кровь, и превращает ее в циркулярные пилы. Шики в шоке, потому что думает, что автор «Человека-бензопилы» подаст на них в суд за копирование его идей. Джин говорит ему, чтобы он не тратил время зря и убегал, если боится. Но Шики отвечает, что если он сейчас убежит, то не сможет отомстить за смерть своего отца. Джин ошеломлен, услышав это. Но затем он внезапно становится угрожающим и говорит Шики, что они никогда не смогут понять друг друга. Шики говорит ему, что он вообще не хочет его понимать, и кусает большой палец, чтобы выпустить кровь.
Однако на этот раз ему не удается превратить ее в пистолет, и он паникует, не зная, что делать, чтобы это сработало. Он решает дать отпор палкой, потому что это единственный вариант, но вскоре понимает, что не может сравниться с Джином, который может срубить дерево одним ударом бензопилы. Тем временем Амер пытается найти двух мальчиков, когда вдруг слышит громкий треск падающих на землю деревьев. Она внезапно паникует, и у нее включается комплекс неполноценности. Она думает, что не подходит для такого места. Однако она немного успокаивается, думая, что Шики назвал ее милой, и решает поискать его, не понимая, что она была всего в нескольких шагах от одного из шаров. В то же время Шики пытается сразиться с Джином голыми руками. Джин даже не использует свои способности бензопилы против него, и он все равно с легкостью надирает ему задницу. Шики продолжает удивляться, как он может так легко контролировать свои силы. Но потом он понимает, что способности Джина отличаются от его Арнада. Он теряет концентрацию, думая об истинной природе их способностей, и Джин сбивает его с ног одним ударом. Шики расстраивается из-за этого, и Джин решает дать проигравшему спокойно поплакать. Но как только он начинает уходить, Шики встает на ноги и говорит ему, что бой еще не окончен. Разозленный Джин просто посылает в него бензопилу, и в этот момент появляется Амер. Благодаря своим негативным инстинктам выживания она даже не замечает, что идет прямо под прицелом. Шики паникует, увидев это, и, к счастью, ему удается увести ее в безопасное место, хотя он и получает легкое ранение. Он быстро встает с Амер и говорит Джину извиниться перед ней. Но Джин отвечает, что это была бы ее вина, если бы она умерла от его слабой атаки. Шики злится, но вдруг слышит, как Амер повторяет «прости» как молитву. Он говорит ей, что это не ее вина, но Амер в трансе, и у нее внезапно идет кровь из носа. Кровь медленно принимает форму гигантского человека, и Джин с Шики пугаются, не понимая, что это за чертовщина. Амер говорит им обоим бежать, потому что ее женский титан собирается их убить. Как только она это говорит, женский титан со всей силы ударяет по земле, и Шики едва успевает увернуться от ее атаки. Джин, с другой стороны, прыгает прямо к женскому титану, чтобы дать отпор, но его бензопилы не могут нанести большого урона ее гигантскому телу. Шики спрашивает Амер, может ли она остановить эту штуку, и она извиняется, потому что ничего не может сделать. Она внезапно падает в обморок, потеряв слишком много крови, и Шики решает увести ее подальше от женского титана, чтобы помочь ей. Но он шокирован, увидев, что титан защищает ее, и даже Джин удивляется, есть ли у крови Амер собственная воля. Внезапно женский титан начинает яростно плеваться кровью, и пока Джин прячется за камнем, Шики принимает на себя всю силу атаки. Плачущая Омер просит женского титана остановиться, называя ее старшей сестрой, и Шики встает, не понимая, что она имеет в виду. Амер снова просит его бежать, но Шики отказывается, говоря, что она умрет от потери крови, если он ей не поможет, и он больше не хочет видеть, как кто-то умирает у него на глазах. Внезапно женский титан издает мощный рев, ударная волна которого достигает даже остальных учеников за пределами леса. Ната наблюдает за всем с вершины дерева и решает дать Шики и Джину возможность разобраться с высвобождением крови Амер, прежде чем вмешиваться. Вернувшись на место битвы, Шики пытается поранить себя, чтобы пустить кровь и использовать ее как оружие, но у него ничего не получается. Женский титан атакует его, и он уворачивается, но затем женский титан поднимает с земли несколько камней и швыряет их в него. Он получает удар и отлетает в сторону. Но больше всего его ранит то, насколько он сейчас слаб. Он никогда раньше не проигрывал в драках, но теперь он просто бесполезный мальчишка. Он начинает плакать от разочарования, но тут выходит Джин и говорит ему идти домой, если он собирается плакать как девчонка. Шики злится на него и говорит, что у него просто пот выступил на глазах, но у Джина нет на это времени. Он снова разрезает свои раны и на этот раз создает две разные бензопилы на каждой руке. Ущерб, нанесенный ему предыдущей атакой женского титана, все еще беспокоит его, но он полон решимости победить в каждой битве. Ната просто наблюдает издалека и впечатлен тем, что Джин может создавать два вида оружия одновременно. Он начинает объяснять, что кровь они может принимать любую форму, которую они себе представляют, но на нее часто влияют их прошлые травмы, предпочтения и опыт. Тем временем Джин бросается к женскому титану, используя круглую бензопилу, чтобы взобраться наверх. Затем он пытается подражать Леви Акерману, атакуя шею женского титана, но она жертвует рукой, чтобы защитить себя. Пока он сражается с женским титаном, Шики кричит, чтобы он что-нибудь сделал. Он удивляется, почему он не может создать оружие, когда Джин может, но потом вдруг понимает, что Джин создает только режущие предметы. И даже у Амер есть личная связь с ее женским титаном. Он думает, что может создавать оружие,
потому что оно ему нравится больше, чем среднестатистическому американцу, и внезапно понимает, как управлять своими силами. С другой стороны, Джину трудно сражаться с женским титаном, который внезапно издает громкий рев, от которого у него лопаются барабанные перепонки. Он теряет равновесие и думает, что сейчас умрет, и даже НАТО готовится вмешаться, но тут Шики заявляет, что теперь он возьмет бой на себя. Он направляет мощный гранатомет на женского титана, и НАТО впечатлен тем, что он это понял. Шике в восторге от своего нового оружия, но тут женский титан нападает на него. Он уклоняется от ее атаки, а затем стреляет в нее гранатой, мгновенно разрывая ее на части, и Джин с НАТО ошеломлены его силой. Женский титан начинает исчезать, а его осколки разлетаются повсюду, и Амер теряет сознание. Тем временем Джин все еще поражен огневой мощью Шики, когда внезапно начинается кровавый дождь. Однако это была просто кровь, разлетевшаяся в воздухе после предыдущей атаки Шики, и вскоре она превращается в обычный дождь. Джин понимает, что атака Шики не только убила женского титана, но и изменила погоду. Шики, с другой стороны, даже не думает об этом. Он направляется к Амер, чтобы проверить, все ли с ней в порядке. Но тут у него темнеет в глазах, и он падает на землю, не в силах пошевелиться. Тут появляется НАТО и говорит ему, что он только что выпустил невероятное количество крови, и поэтому у него больше нет сил. Шики говорит ему, что он еще может идти и каким-то образом заставляет себя встать, но это длится не больше 5 секунд, и он снова падает на землю. НАТО называет его новичком, который даже не может контролировать свою силу, но понимает, что сила Шики превосходит все, что он когда-либо видел. Он говорит Шике, что если он потратит слишком много крови, то может даже умереть, и это заставляет его беспокоиться об Омер, а не о себе. Он просит НАТО проверить ее, потому что она могла потратить много крови, а он может подождать. НАТО не ожидал, что Шики будет беспокоиться о другом человеке, когда сам находится в таком тяжелом состоянии, но как только он собирается помочь им, Джин неожиданно нападает на него. К счастью, у НАТО достаточно быстрая реакция, чтобы отразить атаку, и он отталкивает Джина, который говорит ему, что им не нужно беспокоиться о неудачниках. НАТО спрашивает его, что будет, если Амер умрет, потому что ей не смогут оказать неотложную помощь, и Джин отвечает, что это его не касается. НАТО с отвращением слышит это и дает понять Джину, что ненавидит таких эгоистичных ублюдков, как он. Джину тоже все равно, и он просто просит НАТО подтвердить, что он сможет закончить учебу, если убьет его. НАТО обещает, что говорит правду, и этого достаточно, чтобы Джин бросился на него. НАТО блокирует его бензопилу своим зонтиком, сделанным из того же материала, что и штаны Халка, потому что эта штука неразрушима. Затем он нажимает кнопку, чтобы выпустить дымовую завесу, и Джин думает, что он пытается застать его врасплох. Он уверен, что сможет убить НАТО, как только тот окажется в пределах досягаемости, но в следующий момент его поражают несколько быстрых пуль. Он тут же прячется за деревом, а НАТО продолжает стрелять в него резиновыми пулями из своего многофункционального зонтика, говоря, что пули не убьют его, но будет чертовски больно. Он также намеренно целился в раненую руку Джая, чтобы нанести максимальный урон. Джин понимает, что НАТО планирует держаться от него на безопасном расстоянии, потому что думает, что может использовать только оружие ближнего боя. Однако у него есть несколько секретных приемов на такой случай, и он тут же выскакивает из-за дерева, уклоняясь от пуль НАТО, а затем посылает в него несколько летающих лезвий. НАТО легко уклоняется от них, но удивляется, что у Джина есть защита от врагов, которые могут сражаться за пределами его досягаемости. Джин продолжает атаковать его, а затем появляется позади него в воздухе, думая, что теперь он не сможет защититься. Однако НАТО просто бросает в него бомбу, и Джин паникует. К счастью, это оказывается еще одна безобидная дымовая шашка, и Джин думает, что НАТО снова будет стрелять в него издалека. Поэтому он даже не ожидает, что НАТО подойдет сзади и нанесет ему сокрушительный удар. НАТО отчитывает его за то, что он слишком уверен в своих прогнозах в бою, потому что это делает его уязвимым для внезапных атак. Джин слишком ранен и измотан, чтобы даже пошевелиться, но он продолжает пытаться, и НАТО приходится перевернуть свой зонтик и использовать его как клетку, чтобы удержать его. Джин продолжает пытаться вырваться из зонтика, и НАТО спрашивает его, так ли ему хочется увидеть своего отца. Услышав это, он вдруг замолкает, а затем спрашивает НАТО, откуда он это знает. НАТО отвечает, что он просмотрел его досье и кое-что о нем знает, в том числе и то, что его отец — мама Таро. В то время как каждая клеточка тела Джина бунтует, услышав это, Шики потрясен, узнав, что у них обоих похожие истории. Однако Джин полон ненависти, когда признается, что его отец — мама Таро, и этот ублюдок отнял у него все. Он убил его семью, а затем проводил над ним эксперименты, оставив шрамы по всему телу. Джин вспоминает, как он выживал на помойке, и ненависть к отцу. Он клянется, что убьет его собственными руками, даже если для этого придется рискнуть жизнью.
В ярости Джин внезапно обретает силу, позволяющую ему вырвать клетку, удерживающую его. Однако прежде чем он успевает что-то сделать, Ната хватает его за лицо и швыряет на землю, называя глупым мальчишкой. Он говорит ему, что если он умрет, преследуя свою мечту, то он идиот, который никогда ее не осуществит. Он говорит ему жить ради того, чтобы воплотить свою мечту в жизнь, даже если это означает принять поражение и унижение. Джин наконец перестает двигаться, и Ната звонит в школу, чтобы прислали медсестру, потому что у него здесь раненый ученик. Он сообщает школе, что Гомер отстранена от этого испытания из-за потери крови, а Джин тоже связан. Шики, с другой стороны, все еще стоит, и Ната говорит ему, что у него осталось всего 6 минут до истечения времени. У него в руке один из шаров, и он говорит Шике, что тот может либо попытаться отобрать его, либо найти оставшийся шар в течение 5 минут и добраться до школы. Шики говорит, что это несправедливо, но у него нет выбора, кроме как играть по правилам Ната. Он тут же убегает, и Шики решает последовать за ним, чтобы посмотреть, что он будет делать. Тем временем Джин молча сидит, привязанный к дереву, когда вдруг из кустов неподалеку выскакивает Шики. Он подходит к Джину и говорит, что освободит его, но взамен ему придется работать с ним вместе. Джин шокирован этим предложением, и Шики говорит, что ни один из них не сможет победить Ната в одиночку, но если они будут работать вместе, у них есть шанс. Джин отказывается, говоря, что если его спасет идиот, это унизит его гордость, а Шики даже не пытается спорить с тем, что он идиот. Он спрашивает Джина, важнее ли для него гордость, чем его цели, потому что он не сможет достичь своих целей, просто сидя здесь. Джин спрашивает, почему его это вообще волнует, и Шики признается, что его отец тоже был Мама Таро. Джин потрясен, услышав это, и Шики напоминает ему старого доброго Наруто, говоря, что они похожи. Тем временем Ната ищет Шики и, не найдя его, сомневается, что он вернулся. В этот момент он видит, как Шики убегает, проклиная Джина, и решает немедленно загнать его в угол. Шики останавливается, как только Ната прыгает к нему, говоря, что у него мало времени, и показывает свой шар. Шики мысленно проклинает Джина не потому, что тот ему не помогает, а потому, что, несмотря на спасение, он хотел быть главным. В этот момент Джин прыгает на Ната сверху, целясь в шар, но тот легко уворачивается. Однако это был всего лишь отвлекающий маневр, и настоящий удар Джина — это бросок камня, привязанного к веревке, в Ната. Веревка обвивается вокруг него, быстро связывая его, и Шики ловит другой конец. Они с Джином изо всех сил тянут Ната, но он упирается пятками в землю, уверенный, что у них не хватит сил победить его. Внезапно Джин выпускает кровавый клинок в Ната, заставляя его увернуться, и он теряет равновесие, пытаясь это сделать. Этого достаточно для Шики, который бросается к нему и выбивает шар из его рук. Шар приземляется рядом с Джином, и Ната уверен, что если он попытается отнести его в школу, Шики попытается украсть его у него. Он планирует забрать его, пока они дерутся, но, к его удивлению, Шики говорит Джину взять шар и бежать. Джин так и делает, а Шики взволнованно подбадривает его. Он говорит Ната, что они забрали у него шар, но Ната напоминает ему, что только тот, кто отнесет шар в школу, пройдет испытание, и в этом случае это будет только Джин. Шики ошеломлен, осознав это. И Ната понимает, что он полный идиот, который не думает о выгоде и потерях, прежде чем что-то сделать. Он действительно быстро сожалеет о своих решениях и кричит Джину, чтобы тот вернулся, но тот уже слишком далеко, чтобы его услышать. Джин уверен, что сможет вернуться в школу вовремя, но потом вспоминает, что без помощи Шики это было бы невозможно, и вдруг понимает, что не может просто бросить его. Он разворачивается и бежит к Шике, который ошеломлен и спрашивает, не такой ли он бестолковый, как Зора. Джин говорит ему заткнуться, потому что единственная причина, по которой он это делает, это то, что он не хочет быть обязанным своим успехом идиоту. Он предпочел бы потерпеть неудачу и достичь своей цели самостоятельно. Поэтому он просит Шики взять шар и идти в академию. Но как только они собираются встретиться, маленькое розовое существо с огромной скоростью подбегает к ним и останавливается прямо между ними. Ната немедленно останавливает испытание, говоря, что они не должны драться, когда с ними Муку, их скоростной курьер. Он знает, что Муку отправляют только в экстренных случаях, и включает рацию на его спине, чтобы получить запрос на помощь от филиала в Киото, который атакован агентством Маматора. За пределами зоны испытаний остальные ученики терпеливо ждут своей очереди, думая, что Шики и остальные провалились, потому что время уже вышло. Но тут Ната возвращается вместе с Шики и Джином и говорит остальным ученикам, что филиал в Киото в серьезной опасности и просит помощи. Поэтому они отправляются туда вместо того, чтобы проводить испытания. Они сразу же садятся в лодку и направляются в филиал в Киото,
и у учеников смешанные чувства по поводу того, что они так быстро оказались на настоящем поле боя. Но Ната говорит им, что они не будут сражаться, и они нужны ему только для поддержки настоящих бойцов. Вскоре они добираются до Киото, и Ната ведет их к знаменитому храму, говоря, что база агентства, они находятся прямо под ним. Он ведет учеников в обычный на вид ресторан, где их встречает жуткая старуха. Когда они заходят в гостиную, старуха показывает им секретную подземную лестницу, которая приведет их к месту назначения. Тем временем в другом месте Цубакири, капитан агентства Маматора, только что закончил охоту на отряд Они. Он называет их кучкой личинок, притворяющихся солдатами, а его заместитель Ямаги говорит ему, что он снова переборщил. Она жалуется на беспорядок, который он устроил, потому что его будет трудно убрать, а Цубакири отвечает, что его просто раздражает вид личинок. Он хотел бы, чтобы они столкнулись с женщиной Они, потому что они выносливы и могут терпеть больше боли, чем мужчины, что делает их хорошим выбором для его экспериментов. Ямаги говорит ему, что его эксперименты отвратительны, и она их ненавидит, особенно то, что идет к ним. Цубакири говорит ей не быть такой холодной к его любимому созданию, которое представляет собой смесь собаки, обезьяны и фазана. Он назвал его уродливым, и это единственное, в чем Ямаги может с ним согласиться. Цубакири говорит, что уродливый – это важный исследовательский образец, а также верный член их биологического оружия против Они. Моми Ямаги говорит, что их работа – убивать опасных Они и спасать мирных жителей, и он должен больше помогать в этом, а не тратить время на жуткие исследования. Цубакири говорит ей, что кровь Они – это действительно интересная вещь, и он делает все возможное, чтобы помочь по-своему. Он утверждает, что если они научатся контролировать кровь Они самостоятельно, это, несомненно, очень поможет агентству Маматора. И даже лучше, если они смогут превратить исцеляющий фактор крови Они в лекарство, они смогут стать богаче, чем Элан, Джефф и Зак вместе взятые. Ямаги напоминает ему, что даже у Маматора есть подобные способности, а Цубакири говорит, что неразумно экспериментировать на людях. Но они, в его глазах, это личинки, и он говорит, что они должны экспериментировать на них, потому что просто убивать их – это пустая трата времени. Испуганный ребенок, они слышит все это, прячась за углом, и изо всех сил старается не шуметь. Как только он слышит шаги двух агентов Маматора, удаляющихся от него, он вздыхает с облегчением, и это оказывается его роковой ошибкой, потому что Цубакири слышит его и сразу же подходит к нему. Ребенок пугается, и Цубакири решает отвезти его в лабораторию. Ямаги говорит ему, что она усыпит ребенка, чтобы он не создавал проблем, но когда она пытается усыпить ребенка без анестезии, капля крови попадает на пальто Цубакири. Ямаги понимает, что это означает неприятности, но не для нее, а для ребенка Они. Цубакири подходит к нему и начинает пинать его, говоря, что хотя он и восхищается кровью Они, это грязная вещь, и он не потерпит ее на своей форме. Затем он спрашивает ребенка, живут ли его родители поблизости, и были ли они частью группы, которую он только что убил. Не получив ответа, он поднимает трупы Они поблизости, чтобы показать их ребенку, спрашивая, здесь ли его родители. Ребенок слишком напуган, чтобы даже говорить, и Цубакири решает раздавить ребенка трупами. Ямаги это пугает, потому что из всех способностей Момо, которые она видела, способности Цубакири самые дьявольские. Черный туман, который выходит из их тел, на самом деле является особыми бактериями, которые живут в их крови, и они могут использовать их для создания оружия. Цубакири, однако, может использовать бактерии для управления трупами, и она до сих пор не может к этому привыкнуть. Вскоре Цубакири заканчивает убивать мальчика и говорит уродливому съесть гигантского Они, пока они идут дальше и ищут новых личинок, чтобы убить. С другой стороны, Шин и другие ученики идут по широкому туннелю, и Ната говорит им, что в некоторых магазинах в этом районе есть доступ к этому туннелю, который ведет к их базе. Вскоре они достигают ворот, которые ведут их в пространство прямо под храмом Урюда, оформленное в стиле традиционного японского дома. Ученики не могут поверить своим глазам, когда Ната говорит им, что это штаб-квартира киотского отделения агентства Они. В этот момент из комнаты выходит врач, жалуясь на всю работу, которую ему приходится делать, но его отношение внезапно меняется, когда он видит Ната. Врач радостно приветствует его, а затем начинает поправлять прическу, заметив блондинку-злодейку. Она сразу же отказывает ему, но это не разбивает сердце простака, потому что он привык к отказам. Шин спрашивает, кто этот клоун, и Ната представляет его как Кею, командира подразделения поддержки на базе в Киото. Кея добавляет, что они с Ната были одноклассниками в академии, но у Ната нет времени на его пустую болтовню. Он решает немедленно отправиться на передовую, и Шин просит его взять его с собой. Другие ученики тоже хотят пойти с ним, а не иметь дело с таким чудаком, как Кея, но Ната их не слушает. Он говорит Кея, чтобы тот использовал этих ребят, как ему заблагорассудится, прежде чем уйти. И в этот момент медсестра говорит Кее вернуться и заняться своей работой.
Она замечает учеников из академии и говорит им немедленно переодеться, потому что им нужна любая помощь, которую они могут получить. Они быстро переодеваются в помощников медсестер и идут в импровизированный госпиталь, где десятки раненых, они кричат от боли. Одного из них только что привезли, и он потерял обе ноги и получил другие опасные для жизни травмы. Шики в ужасе от его состояния, и медсестра говорит, что при таком раскладе ему осталось жить не больше 3 минут. Кея просто улыбается ему и говорит, что они не дадут ему умереть, и Шики огрызается на него, прося не давать таких пустых и фальшивых обещаний. Кей ценит его честность и доброту, но говорит ему, что он здесь важная шишка, и решает показать детям, как на самом деле работает поддержка. В другом месте Цубакири и Юмаги только что закончили разбираться с капитаном и вице-капитаном другой группы. Остальные, они теперь их боятся. Цубакири разочарован тем, что ему придется иметь дело с еще одной кучкой ничтожеств, когда он ожидал кого-то сильного. Что же, его желание исполняется немедленно, когда туда приходит Ната и быстро активирует свою способность. Цубакири рад его видеть, но Ната не дает ему долго радоваться, сразу же применяя свой убийственный прием. Они очень рады, что Ната пришел их спасти. Но Цубакири не пострадал от предыдущей атаки, так как использовал мертвых капитана и вице-капитана они в качестве мясных щитов. Оказывается, он уже знает Ната и разговаривает с ним, как со старым другом. Он спрашивает, что он делает в Киото, потому что это не его территория. Затем Цубакири замечает, что слышал о месте, где собираются они и Киото, и если он просто уничтожит это место, проблема будет решена. Ната сохраняет невозмутимое выражение лица и говорит, что ничего об этом не знает, а Цубакири отвечает, что сдастся, даже если Ната скажет, что этого места не существует. Затем он говорит, что вместо этого пойдет осматривать большой храм, и Ната паникует, потому что знает, что у Цубакири очень острый нюх. Он решает остановить его прямо здесь и готовится к серьезному бою. Вернувшись в штаб, Кея вставляет в свое тело несколько трубок с кровью, и Шики спрашивает, не лучше ли отдать эту кровь раненым. Медсестра говорит ему заткнуться и смотреть, как Кея подходит к самому тяжелому пациенту. Он спрашивает, хочет ли он, чтобы у него отросли руки или ноги, потому что сейчас он не может позволить себе и то, и другое. Мужчина собирает все свои силы, чтобы сказать, что хочет руки, чтобы снова обнять своих детей. Кея обещает, что сможет это сделать, но процесс будет чертовски болезненным. Затем он разрезает себе запястье, чтобы влить кровь в рот раненого, утверждая, что это во много раз усиливает целебные способности обычного Ани. Как только его кровь начинает действовать, мужчина начинает кричать от боли, и медсестра говорит ученикам, чтобы они его удерживали. Шики и другие немедленно выполняют ее приказ, а она тем временем говорит остальным принести еще крови из соседней комнаты. Вскоре после этого что-то начинает проступать сквозь забинтованные руки мужчины, и Шики пугается, увидев что-то отдаленно напоминающее человеческие пальцы. Другие ученики тоже возвращаются, и внезапно у раненого отрастают руки, и даже сильные ожоги на груди полностью заживают. Шики сразу же подходит к Кея и спрашивает, могут ли они отрастить ему ноги, и тот подтверждает, но добавляет, что это нужно делать постепенно и небольшими дозами его крови. Поскольку он уже выпил слишком много крови, у раненого могут выработаться антитела, если он выпьет еще. Затем Кея подходит к пациенту и говорит ему, что теперь он будет уволен из боевого подразделения, но может присоединиться к подразделению поддержки, чтобы помогать другим. Он говорит, что с парой протезов он быстро сможет играть со своими детьми, и мужчина растроган до слез, услышав это. Затем Кея поворачивается к ученикам и говорит им, что в будущем они могут оказаться на месте этого парня. Он понимает, что погоня за славой и фарм ауры возможны только на передовой. Но он напоминает им, что люди на передовой могут храбро сражаться только потому, что есть кто-то, кто их прикрывает, и это подразделение поддержки. Шики и еще несколько человек теперь действительно впечатлены им и говорят, что готовы помочь ему всем, чем могут. Кея говорит Шики, что ему нужна его помощь в другом деле, и ведет его к подавленной девушке по имени Мэй, которую привезли вчера после нападения агентством Аматера. Ее родители все еще пропали без вести, и Кея хочет использовать доброту Шики, чтобы помочь девушке почувствовать себя лучше. Шики берется за дело и пытается поговорить с девушкой, которая постепенно открывается ему. Он спрашивает ее о школе, и она говорит, что никогда не ходила в школу. Пока Шики думает, не хулиганка ли она, как он, подразделение поддержки приносит несколько трупов с поля боя, и среди них родители Мэй. Она начинает рыдать, как сумасшедшая, когда видит их, и Кея говорит, что даже спустя столько времени не может привыкнуть к таким болезненным сценам. Однако за трупами скрывается более глубокий и зловещий план, чем кто-либо может себе представить.
Цубакири говорит Ната, что он заразил трупы, а не своими бактериями, прекрасно понимая, что подразделение поддержки отвезет их на свою базу, чтобы устроить им достойные похороны. А затем он сможет управлять трупами на расстоянии и уничтожить базу. Ната потрясен, услышав это, и Цубакири решает проверить, сработал ли его план. Он оживляет труп отца Мэй, пока Шики и Кей отвлеклись, и она вне себя от радости, думая, что он все еще жив. Однако он начинает душить ее по приказу Цубакири, но Шики и Кея быстро это замечают. Кея понимает, что это способность Цубакири, и сразу же говорит Шики закрыть Мэй глаза. Он подчиняется приказу, а затем Кея пронзает мозг мужчины двумя острыми ножами, обездвиживая его. Мэй начинает плакать, когда Шики позволяет ей увидеть, что случилось с ее отцом. А затем Кея понимает, что здесь могут быть и другие зомби-марионетки, такие же, как этот. Однако он понимает это слишком поздно, потому что зомби-марионетки уже начали двигаться. И мама Мэй внезапно встает и нападает на Шики, прежде чем он успевает это осознать. Она начинает душить его, и Кея решает быстро ее обезвредить. Но прежде чем он успевает достать скальпели, сзади нападают еще зомби, удерживая его. Шики тоже ничего не может сделать, и его мозг постепенно перестает получать кислород, из-за чего он теряет сознание. То же самое происходит по всей штаб-квартире, и зомби сначала нападают на тех, кто их несет. Подразделение поддержки даже не обучено сражаться, и из-за внезапности нападения они становятся легкой добычей для зомби. В то же время зомби врываются в комнату, где находятся все тяжело больные пациенты. Они нападают на пациентов и медсестер, и никто не знает, как решить эту проблему. В другой комнате Шики каким-то образом держится в сознании, пока Мэй плачет и умоляет маму оставить его. Шики говорит девушке, чтобы она отошла от зомби, потому что это не ее мать, но Мэй даже не слушает его. Кей пытается помочь ему, но зомби сбивают его с ног. Видя, что никто не идет ему на помощь, Шики достает из-за пояса пистолет. Оказывается, Ната дал ему пистолет на корабле. Он сказал, что Шики еще недостаточно опытен, чтобы контролировать свою кровь, поэтому, если придется сражаться, он должен использовать оружие, с которым знаком. Он также сказал, что в пистолете вместо обычных патронов были пули с кровью Шики, и что они будут бить намного сильнее. Если и есть время использовать пистолет, то сейчас Ишики сначала закрывает Мэй, чтобы она не видела кровопролития, которое последует. Затем он направляет пистолет на голову женщины-зомби и нажимает на курок, убивая ее. Шики переводит дыхание, а Кея все еще сражается с 3 зомби одновременно. К счастью, Шики быстро приходит в себя и стреляет каждому зомби в голову, прежде чем помочь Кее подняться. Кея жалуется, что подразделение поддержки не готово к таким ситуациям, и поручает Шики навести порядок, пока он эвакуирует пациентов. В главном зале остальные студенты сражаются с зомби, используя только кулаки, потому что еще не понимают, что происходит. Они не знают, как окончательно победить зомби, потому что те встают, как бы сильно их не ранили. И тут появляются Шики и Кея. Шики говорит всем целиться в голову, потому что это единственный способ остановить зомби. Он сразу же начинает стрелять в головы во все стороны, и Джин первым следует его примеру. Джин разрезает швы и делает операцию зомби перед собой, и остальные тоже постепенно понимают, что нужно делать. Воспользовавшись этим, Кея приказывает персоналу поддержки эвакуировать пациентов и оказать помощь всем, кто только что получил ранения. Тем временем Шики продолжает стрелять в зомби, как будто у него бесконечный запас патронов, но он думает, что убивать уже мертвых людей — это самое отвратительное, что он делал в своей жизни. Он начинает испытывать травму, потому что думает, что каждый убитый им зомби когда-то был человеком, у которого были семья и друзья, которые заботились о нем. Он чувствует, что сейчас расплачется, и удивляется, почему они причиняют вред своим людям, когда их враг — агентство Маматтера. С другой стороны, Мато все еще в противостоянии с Цубакири. Он решает сразиться с ним в ближнем бою, но Цубакири использует 3 мертвых Они в качестве щита. Ната злится, но потом замечает уродливого монстра рядом с собой, готового нанести сокрушительный удар. Он каким-то образом уклоняется от атаки в последний момент, но уродливый монстр пробивает 3 Они. Ната это не нравится, и Цубакири говорит ему, что он должен радоваться, что вредители, заражающие этот мир, мертвы. Мато говорит ему, что каким бы сильным он ни был, он не может выиграть каждую битву в одиночку, но Цубакири находит это ироничным, учитывая, что он тоже одиночка. Его слова подтверждаются через несколько секунд, когда они, которых он призвал в качестве поддержки, говорят ему, что им нужно эвакуироваться в безопасное место, потому что они только мешают ему. Цубакири говорит ему, что никто не покинет это место, и приказывает своей помощнице Мамоги выполнять свою работу. Мамоги подходит и использует свою силу, создавая непроницаемый барьер вокруг Ната и других Они, которые оказываются в ловушке.
Цубакири говорит Ната, что он не может покинуть этот барьер, пока Момоги не разрешит, а пока он прогуляется по штаб-квартире Они. Ната паникует, когда Цубакири говорит, что он установил передатчики на всех трупах Они, и они все собрались прямо под храмом Урюда, так что это должно быть штаб-квартира Они. Цубакири направляется к храму и приказывает Момоги отправить уродливого монстра внутрь барьера. Она разрешает ему войти в барьер, и Ната готовится сразиться с ним. Однако Цубакири говорит, что это существо производится массово, так что ничего страшного, даже если они пожертвуют им. Он щелкает пальцами, и живот уродливого монстра внезапно начинает раздуваться. Ната понимает, что он вот-вот взорвется, и говорит всем лечь. Но в маленькой комнате недостаточно места, чтобы избежать взрыва, который достаточно силен, чтобы разрушить барьер Мама и близлежащие здания. Момоги спрашивает, нужно ли им убедиться, что Ната мертв. Но Цубакири говорит ей, что там слишком много дыма, и он не хочет, чтобы его форма испачкалась. Это оказывается ошибкой, потому что, несмотря на то, что Ната без сознания, у него нет серьезных видимых повреждений. Вернувшись в штаб-квартиру, Шики и другие наконец-то победили всех зомби, а Кея также перевез пациентов в более безопасное место. Он думает, что на этом их проблемы решены, но потом замечает Мэй, которая безучастно смотрит на трупы своих родителей. Он подходит к ней, чтобы утешить, и Шики присоединяется к нему. Он извиняется перед Мэй за то, что застрелил ее маму, но она холодно отвечает, что все в порядке. Шики шокирован ее ответом, но Мэй продолжает, говоря, что она всегда бегала из одного места в другое, прячась от какой-то угрозы, о которой даже не знала. У нее не было друзей, и она даже не ходила в школу. И она знала, что однажды произойдет что-то подобное. Она фальшиво улыбается и говорит Шики, чтобы он не беспокоился о ней, и его сердце разрывается от этих слов. Он вспоминает свое детство и то, как всегда восхищался супергероями. В их народных сказках Маматера должен быть героем, а они – злодеями. Он спрашивает, так ли работают герои сказок. Он внезапно обнимает Мэй и заявляет, что станет злодеем и уничтожит всех героев. Он обещает Мэй, что создаст мир, в котором она снова сможет улыбаться, и она не знает, что на это ответить. Вскоре после этого Кея берет с собой Джина для поддержки, когда объясняет свои планы кремировать тела мертвых Они, но Джину неинтересно его слушать. С другой стороны, остальные ученики тащат тела в похоронное бюро. Но заносчивый ботаник по имени Джуджи, похоже, думает о другом. Икари говорит ему перестать бездельничать и помочь ему, а Джуджи говорит, что у него есть теория. Поскольку на них напали здесь, он считает, что штаб-квартира не так безопасна, как они думали, и на них могут напасть снова. Способности Джуджи больше подходят для разведки, поэтому он решает остаться на страже. Он тут же разрезает себе большой палец и позволяет крови капать на землю, создавая радар, который может обнаружить любое живое существо в радиусе 5 километров. И он даже может определить, являются ли они Маматера. Экари серьезно впечатлен его способностями, когда внезапно Джуджи замечает, что к их базе приближаются враждебно настроенные люди. Эти сигналы исходят от Цубакири и Момоги, которые добрались до магазина, который служил секретным проходом в штаб-квартиру Они. Старуха там уже мертва, и Момоги тоже нашел вход в туннель. Пока она осматривает его, Цубакири звонит в агентство Маматтера и просит прислать несколько уродливых монстров массового производства, а также специального уродливого монстра, которого он сделал сам. Он также запрашивает информацию об одном опасном Они, имя которого он забыл, а затем готовится войти внутрь. Момоги говорит ему, что это место кажется очень большим, и там может быть много Они, поэтому им нужно быть осторожными. Она предлагает использовать ядовитый газ, чтобы облегчить им работу. Но тут Цубакири получает досье на опасного Они, которым оказывается никто иной, как Шики. Он говорит Момоге, что сейчас они не могут использовать яд, потому что он хочет, чтобы Шики был жив. Она удивлена, услышав это, и Цубакири говорит, что Шики действительно особенный для Они, и он не может упустить шанс поэкспериментировать с ним. С другой стороны, Кея показывает Джину крематорий, где они сжигают всех своих мертвых друзей. Джин немного ошеломлен, увидев это. И Кея говорит, что когда начинается война с агентством Маматера, многие люди погибают. Он предупреждает Джина об опасностях, в которые тот ввязывается, но говорит, что ему не стоит слишком беспокоиться, потому что он может исцелиться практически от всего. После этого он вдруг становится слишком дружелюбным с Джином и спрашивает, есть ли у него девушка. Джин полностью игнорирует этого чудака и уходит, а когда Кея догоняет его, он вдруг чувствует, что кто-то приближается к нему сзади. Он оборачивается в тот же момент, когда Цубакири наносит ему удар, целясь в спину, но промахивается. Кей слишком удивлен, чтобы среагировать, но Джин инстинктивно выпускает свои кровавые бензопилы, чтобы сразиться с врагом. Однако прежде чем он успевает что-то сделать, позади него появляется Момоги, запирает его бензопилы в своей черной тюрьме, а затем ломает ему руку.
Джин кричит от боли, но черная тюрьма вокруг его рук долго не продержится. Он пытается сосредоточиться на врагах, несмотря на боль, понимая, что сейчас они в худшем положении. И он, и Кея ранены, и он ничего не знает о врагах. Однако Кея довольно спокоен даже в этой ситуации и говорит Джину, чтобы тот поспешил обратно и рассказал всем о нападении врага, пока он будет сдерживать двух Маматора. Джин выполняет его приказ, обещая вернуться с подкреплением, а затем Кейо переключает свое внимание на двух врагов перед ним. Цубакири говорит Мамоге сделать свое дело, и она создает гигантский барьер вокруг всей штаб-квартиры. В этот момент Кея понимает, что ее способность заключается в создании барьеров с помощью бактерий, и она планирует сделать так, чтобы никто не смог выбраться из штаб-квартиры живым. Кея начинает обдумывать свои варианты, потому что он не может сражаться, и он не думает, что ученики достаточно сильны, чтобы победить опасных противников перед ним. Он считает, что подкрепление не придет в ближайшее время, а это значит, что он умрет. Внезапно Цубакири спрашивает его, знает ли он Шики, и Кея понимает, что все гораздо сложнее, чем он думал. Он решает дать отпор, используя все свои способности, и достает из кармана отравленный шприц. Однако, прежде чем он успевает им воспользоваться, Цубакири перерезает ему горло и оставляет глубокую кровоточащую рану. Кея паникует, потому что даже не заметил, как он подошел, и падает на землю, а его кровь брызжет во все стороны под высоким давлением. Постепенно теряя сознание, Кея думает, что если он умрет, то это должна сделать Мамоги. Но Цубакири не собирается исполнять его желание и думает, что Кея уже мертв после его единственного удара. Он решает управлять его телом с помощью бактерий, но внезапно останавливается, почувствовав уродливых существ за барьером. Он говорит Мамоге впустить их, и она открывает им доступ. Цубакири спрашивает их, принесли ли они то, что он просил, и один из них достает большую коробку. Затем он приказывает уродцам снять крышку, под которой оказывается украшенный деревянный блок. Цубакири просит уродцев осторожно нести коробку, пока они ищут Шики, и в это время Джин добирается до штаб-квартиры, чтобы предупредить всех. Он удивлен, что никого не видит поблизости, но, войдя в главный зал, обнаруживает, что все готовы к бою. Они радуются, увидев Джина, но он не понимает, почему все собрались в одном месте. Шики говорит ему, что Джуджи использовал свою способность и обнаружил, что к ним приближаются враги, поэтому они быстро приняли меры и эвакуировали всех пациентов. Однако, прежде чем остальные успели сбежать, черная стена перекрыла выход, и теперь они застряли здесь. Некоторые предлагают поискать другой выход. Но медсестра говорит, что она все проверила, и выхода нет. Затем Шики спрашивает Джина о Кее, но прежде чем он успевает ответить, появляется урод. Все в шоке от такого жуткого монстра и позволяют ему пройти мимо них к случайному парню, который становится кормом для монстра, пока все смотрят. Все решают убежать, чтобы не столкнуться с монстром, и Шики решает взять Мэй с собой. Вскоре после этого Цубакири и другие входят в зал и обнаруживают, что он пуст. Он приказывает уродцам поставить гроб и садиться на него, приказывая Мамоге схватить Шики живым и убить всех остальных. Она спрашивает его, не пойдет ли он с ней, но Цубакири отказывается, говоря, что у него есть важные дела. С другой стороны, блондинка Вати Куина роется в одежде в туалете, чтобы найти что-нибудь, в чем ей будет удобнее двигаться. Тем временем драматичный Имо Ракира тоже находится в той же комнате. Он плачет, что умрет, потому что у него ненормальный пульс. Куина говорит ему, что ему нужно заняться спортом, если он падает в обморок после небольшой пробежки. Затем она закрывает ему лицо, чтобы он не видел, как она переодевается, и, по иронии судьбы, переодевается в откровенный спортивный костюм. И Ракира спрашивает ее, что она собирается делать дальше. Куина отвечает, что собирается устроить засаду, конечно. Услышав это, он начинает завидовать здоровым людям, потому что всегда боится заболеть. В этот момент они слышат тяжелые шаги приближающегося уродца, и Рокура паникует, говоря Куине, что не может сражаться, когда так нервничает. Он умоляет ее что-нибудь сделать, и это внезапно заводит злодейку, потому что ей нравится быть главной. Она говорит Рокура спрятаться в шкафу, потому что она совсем разберется, и он нервно подчиняется ее приказу. Затем Куина встает лицом к двери, ожидая появления врага. Уродец пробивает стену и входит в комнату, но прежде чем начать бой, спрашивает Куину, не Шики ли она. Она сердито отвечает, что Шики — это глупый преступник, и, услышав это, монстр внезапно нападает на нее. Он сбивает шкаф, в котором прятался Рокура, и тот теряет сознание. Тем временем Куина решает показать монстру, кто здесь главный, когда комната будет достаточно разгромлена. Она кусает большой палец, и ее кровь превращается в боксерские перчатки на ее кулаках. С другой стороны, Джин бежит обратно к Кее, чтобы проверить его, а Акари тоже готовится сразиться с монстром. В то же время Шики пытается спрятаться, чтобы защитить Мэй,
И единственное место, которое он находит, это сад. Тем временем Ракира приходит в себя и обнаруживает, что в комнате совершенно тихо. Он начинает думать, что все это был просто дурной сон, и решает выйти из шкафа, но к своему ужасу видит лицо монстра прямо перед собой. Он паникует, пытаясь разобраться в ситуации, которая внезапно становится еще более странной, когда монстр встает и послушно направляется к Куине. Она гладит его по лицу, прежде чем поставить на место, а затем сбивает его с ног мощным ударом. Затем она садится на монстра и начинает наносить ему удары по голове, пока он не теряет сознание. Ракира пугается ее, но Куина с удовольствием уничтожает монстра, а затем топчет его, пока он беспомощно лежит на земле. Это происходит из-за ее способности под названием «Я люблю», которая превращает врагов, покрытых ее кровью, в рабов, которые теряют желание сражаться с ней. Когда Ракира выходит из шкафа, чтобы спросить, действительно ли она победила монстра в одиночку, Куина с гордостью говорит ему, что она сказала ему оставить все ей. Она сказала ему это не потому, что она надежная женщина, которая хочет заботиться обо всех, а потому что она социопат, которому нравится делать всех настолько зависимыми от нее, что они полностью теряют способность работать. И прямо сейчас Рокуро попал в ее ловушку. Он встает перед ней на колени, благодаря за спасение, и это внезапно заставляет Куину слишком сильно его баловать. Она кладет простыню на пол и укладывает Ракира, говоря ему, что ему не о чем беспокоиться, потому что она совсем разберется. Он нервничает, потому что она слишком близко к нему, и Куина замечает, что он выглядит бледным и слабым. Поэтому она решает принести ему еды, и Рокуро паникует еще больше, думая, что это ловушка, потому что девушка не может уделять ему столько внимания. Он начинает дрожать от страха, что она может использовать его как приманку, когда придет следующий монстр, и Куина начинает еще больше суетиться вокруг него. В этот момент появляется еще один монстр, и Куина решает разобраться с ним, прежде чем вернуться к своей главной задаче — баловать Рокуро. Она думает, что этот монстр тоже слабак, и решает быстро с ним разобраться. Но монстр оказывается намного сильнее предыдущего. Он использует свою руку как хлыст, чтобы напасть на нее, и пробивает дыру в стене позади нее. Рокуро снова прячется в шкафу, и Куина злится на монстра, который испортил ей веселье. Она прыгает на него, активируя свою силу, но монстр небрежно уклоняется от ее удара, а затем пронзает ее плечо своей жуткой рукой-щупальцем. Куине каким-то образом удается увернуться, но монстр связывает ее обеими руками, и она понимает, что не может использовать свои силы таким образом. Монстр начинает притягивать ее к себе, и когда она сопротивляется, он просто дергает за веревку и заставляет ее удариться о крышу. Монстр начинает бить мускулистую мамочку по всей комнате, и она ничего не может сделать. В конце концов, ее бросают на пол, и монстр начинает топтать ее голову. Ракира паникует, увидев это, но это все, на что способен этот бесполезный кусок мусора. Он просто смотрит, как Куину уничтожают, и надеется, что кто-нибудь придет ей на помощь. Он даже не думает, что может ей помочь, потому что он слабак и трус. Но это заставляет его понять, что он стал жалким неудачником, даже не осознавая этого. Он вспоминает время, когда он не был трусливым неудачником, и кажется, что с тех пор прошла целая вечность. Ракира вырос в маленькой захолустной деревне, где среди людей жило много они, и девушка по имени Лулу была его первой любовью. Он всегда пытался возвысить ее, показывая, какой он крутой и смелый, хотя внутри он был напуган. Но с Лулу рядом он чувствовал, что может все. Лулу тоже была рядом с ним, и они оба проводили большую часть времени вместе, счастливые. Но за этой идеальной жизнью скрывались проблемы. Лулу была больна, и поскольку она была они, ее нельзя было отвезти к обычному врачу. Единственный врач они в деревне помогал ей оставаться здоровой. Но однажды агентство Момотара напало на деревню и убило врача они. Без него состояние Лулу ухудшилось, и Рокуро пообещал ей, что быстро приведет другого врача из соседнего города. Он попросил ее довериться ему, потому что он мог сделать для нее все. И Лулу сказала ему, что он всегда был самым крутым парнем, которого она знала. Она попросила его всегда оставаться таким и сразу же умерла. Рокуро был сломлен и опустошен этим, и вскоре после этого он потерял свою искру. У него больше не было причин быть смелым или уверенным в себе. Его волосы поседели, и у него началась бессонница. Его психическое здоровье ухудшилось, и он стал тем неудачником, которым является сейчас. Пока Ракира думает о своем падении, монстр превращает свою голову в заостренный хлыст, чтобы прикончить Куину. Ракира решает позволить ему закончить работу, потому что он не способен никого спасти. Но тут ему на ум приходят последние слова Лулу. Он вспоминает, что она сказала ему всегда быть крутым, и это внезапно пробуждает в нем что-то. Как только монстр нападает на Куину, чтобы прикончить ее, Рокуро бросается туда и в мгновение ока уводит ее от опасности. Он понимает, что если бы Лулу увидела его сейчас,
Она бы разочаровалась в нем, и он не позволит этому случиться. Он смотрит на потерявшую сознание и раненую Куину и думает, что она так упорно боролась, чтобы защитить его, и теперь его очередь отплатить ей тем же. Но сейчас он ужасно напуган и даже не знает, выдержит ли его сердце эту битву. Но он снова думает о Лулу и успокаивается. Он кусает большой палец, чтобы выпустить кровь, которая принимает форму Лулу. Теперь, когда его девушка рядом, Ракира успокаивается еще больше и просит ее остаться с ним, хотя он не такой крутой, как ей хотелось бы. Кровавая Лулу обнимает его сзади, и кровь медленно покрывает его тело, избавляя от тревоги и паники. Но это не его настоящая способность, и Ракира может активировать ее, только когда полностью уверен в себе. Его кровь покрывает его тело, и Ракира внезапно превращается в какого-то айдола кей-поп. Монстр нападает на него после трансформации, но Ракира легко уклоняется от его атаки, а затем делает несколько эффектных вращений в воздухе, прежде чем приземлиться позади него. Комната уже заполнена лепестками цветов, сделанными из крови, и каждый из них — смертоносное лезвие. Когда лепестки попадают в монстра, его тело разрывается на куски, но монстр все еще жив. Ракира, с другой стороны, полон уверенности, потому что Лулу рядом с ним. Он бросает вызов монстру и грациозно уклоняется от всех его атак. Затем он прыгает, чтобы напасть на монстра, вспоминая летние фестивали, где он танцевал с Лулу. Погрузившись в воспоминания о своей девушке, Ракира уклоняется от атак монстра, отрезая ему руки и заставляя его сражаться ногами. Он танцует по комнате, наполняя ее лепестками, а затем наносит смертельный удар монстру, разрубая его на куски. С другой стороны, Шикисмей говорит ей, что теперь она может расслабиться, потому что уродливые монстры исчезли. Но она все еще слишком подавлена из-за смерти родителей и думает, что, возможно, ей тоже следовало умереть вместе с ними. Шики говорит ей даже не думать об этом, потому что ее родители пожертвовали своими жизнями, чтобы спасти ее. И если она умрет, все будет напрасно. Он говорит ей продолжать жить и бороться с отчаянием, которое пытается поглотить ее. Он говорит, что первое, что она может сделать, это поболеть за него, пока он побеждает ублюдка, который забрал ее семью. С этими словами Шики встает и решает найти Мамара, чтобы победить их. Но Мэй считает, что он не сможет победить, и Шики говорит ей, что пока он не теряет надежду, он никогда не проиграет. Тем временем Ната приходит в себя после того, как другие они разбудили его. Он узнает, что был без сознания 15 минут, и они благодарят его за то, что он получил много ран, защищая их. Ната это не волнует, и он решает немедленно вернуться в штаб, чтобы помочь своим ученикам. Вернувшись в штаб, Шики приходит в главный зал, где Цубакири просто отдыхает. Когда Шики представляется и спрашивает, не он ли тот ублюдок, который превратил трупы в зомби, Цубакири с радостью подтверждает это. Шики спрашивает его, как он мог так оскорблять мертвых людей, и Цубакири просто смеется над ним, говоря, что они не люди, поэтому у них нет прав человека. Шики приходит в ярость и направляет на него пистолет, но Цубакири просто с любопытством наблюдает за ним. С другой стороны, Джин спешит найти Кею, но его останавливает мамочка Мамоги, которая говорит ему, что доктор уже мертв. Она спрашивает Джина, хочет ли он отомстить за своего погибшего друга, и он отвечает, что ему плевать на Кею, но он с радостью убьет любого Момотара, которого встретит. Он выпускает лезвие бензопилы, и Мамоги тоже активирует свою силу, чтобы дать отпор. Джин бросается на нее и бьет изо всех сил, но Мамоги защищается, создавая вокруг себя непроницаемую комнату. Она выходит из комнаты и сразу же растворяет ее, заблокировав атаку, и говорит Джину, что он даже не может коснуться ее своими слабыми атаками. Он воспринимает это как вызов и еще больше хочет убить ее. С другой стороны, Цубакири бросает нож в Шики, чтобы обезоружить его, и говорит ему перестать играть в игрушки и использовать свою настоящую силу, чтобы напасть на него. Шики злится и решает уничтожить его своей полной силой. Он создает мощную ракетную установку, контролируя свою силу чистой яростью и злобой, и говорит Цубакири, что сделает все возможное, чтобы уничтожить его. Он думает о том, как сильно Мэй страдала из-за этого ублюдка, а потом о том, как Ната сказал ему не использовать свою силу, потому что он не может ее контролировать. Шики не хочет, чтобы кто-то говорил ему, что он может делать, а что нет, и стреляет из ракетной установки в Цубакири, создавая мощный взрыв. Но Цубакири уклоняется от атаки, и Шики использует это как шанс подразнить его, спрашивая, так ли он напуган, что ему пришлось спрятаться, чтобы спасти свою жизнь. В любом случае, внимание Шики привлекает гроб, и он задается вопросом, что в нем. Цубакири отвечает на его вопрос, открывая крышку гроба, и из него выходит человек в одежде Мамара. Он заявляет, что уничтожит всех они, и Шики понимает, что это еще один зомби Цубакири. Шики называет его бессердечным ублюдком, спрашивая, как он мог превратить трупы своих товарищей в марионеток, и Цубакири вздыхает в ответ.
Он называет Шики тупоголовым идиотом, у которого нет собственных мыслей. Он говорит ему, что у людей есть свобода воли, и его напарник-зомби добровольно согласился стать марионеткой после смерти. Шики не понимает, зачем кому-то это делать, когда зомби Маматора внезапно использует на нем свою способность. Он посылает темные ударные волны в сердце Шики, и через несколько секунд Шики понимает, что его тело стало таким тяжелым, что он даже не может встать. Пока зомби продолжает использовать свою способность, Цубакири говорит, что когда другие Маматара превращаются в зомби, он может использовать их способности. Способность его нынешнего напарника заключается в том, чтобы смешивать бактерии с кислородом в воздухе, делая его невероятно тяжелым. Тем временем зомби продолжает повторять одну и ту же фразу об уничтожении Ани, и Цубакири говорит, что тоже был удивлен, когда впервые услышал его. Он не понимает, что заставляет этот ходячий труп говорить обида или решимость, но думает, что это дух Мотаро. Он продолжает давить на Шики силой зомби, спрашивая, как долго он сможет продержаться против гораздо более сильного врага. С другой стороны, группа Анисната пытаются прорваться через черный барьер, который Мамаги установил вокруг их штаб-квартиры. Их оружие ломается, когда они ударяются о стену, и они думают, не попробовать ли им другие входы. Но Ната говорит им, что это бесполезно, потому что барьер должен быть везде. Пушечное мясо спрашивает его, может ли он разрушить стену, и хотя Ната уверен, что может, он считает это неразумным. Сейчас в храме над ними находятся туристы, и если он разрушит стену со всей силы, их жизни могут быть в опасности. Они паникуют, потому что у них нет полномочий эвакуировать туристов, и Ната начинает думать, как решить эту проблему. В этот момент появляется ботаник Джуджи и говорит Ната, что он обнаружил вражеские сигналы и помог раненым эвакуироваться в безопасное место. Но некоторые сотрудники и большинство студентов все еще внутри. Ната понимает, что им нужно поторопиться, чтобы спасти всех, но сначала нужно эвакуировать туристов. В этот момент кто-то из Ани говорит Ната, что они нашли чудака у входа, и это просто Хами, которая наконец пришла в себя. Она продолжает бормотать, что ей не место в таком прекрасном месте, но Ната рад ее видеть. Внезапно Джуджи начинает вести себя как первоклассный извращенец, потому что ему нравятся девушки в школьной форме. Он говорит Хами, что хотел бы подарить ей свою визитку, и она в ужасе от этого извращенца. Даже Ната в шоке, потому что думал, что Джуджи – самый нормальный парень в этом году. В любом случае он понимает, что есть способ использовать способности Хами для эвакуации туристов и немедленно ведет ее в лес вокруг храма. Затем Ната звонит Джуджи, который находится в храме, и говорит ему, что устроит небольшое землетрясение и оползень, чтобы все туристы эвакуировались. Джуджи в шоке, но Ната уверяет его, что это будет небольшой оползень и никто не пострадает. Солдаты, они уже рассредоточились по храму, чтобы помочь людям эвакуироваться, и Ната просит Джуджи просканировать местность, чтобы убедиться, что все ушли после эвакуации. Затем он обращает внимание на Хами и просит ее вызвать женскую титаниду, которую она вызывала раньше, потому что именно она вызовет оползень. Она боится, что снова сойдет с ума, но Ната уверяет ее, что справится с ситуацией. Несмотря на его заверение, Хами слишком напугана, чтобы использовать свои силы, и Ната сдается. Он говорит Джуджи, что план с оползнем отменяется и нужно найти другой способ. Затем он говорит Хами, что она исключена, потому что ему не нужны бесполезные балласты в команде. Он уходит. Но Хами говорит ему, что слишком боится использовать свою силу, которую не может контролировать. Ната отвечает, что бояться это не проблема, но отказываться меняться – большая проблема. Он знает об инциденте, который Хами случайно устроила в прошлом, но у всех в его классе ужасное прошлое, которое их тяготит. Он говорит Хами, что она должна сделать первый шаг к переменам, потому что иначе никто ей не поможет. Она заявляет, что хочет измениться, и внезапно кусает большой палец, из которого течет кровь. Кровь принимает форму гигантской титаниды и начинает атаковать Ната, который уклоняется от ударов. Тяжелые удары женской титаниды сотрясают гору, и Хами начинает паниковать. Она извиняется за то, что не может контролировать свою силу, но Ната говорит ей, что все в порядке, потому что именно этого он сейчас и хочет. Из-за атак титаниды земля начинает трястись, и огромные куски горы начинают сползать вниз. Это вызывает панику среди туристов, и солдаты они немедленно приказывают им эвакуироваться. Когда все убегают, Джуджи подтверждает это с помощью своего радара, и Ната решает перестать играть с женской титанидой и вырубает Хами, чтобы остановить ее буйство. В это же время Джин сражается с Мамаги, который отталкивает его своими черными ящиками. Джин решает держаться от нее подальше, но не замечает, что она вызвала ящик позади него и оказывается в ловушке внутри него. Теперь он не может выбраться из ящика, и Мамаги решает медленно и мучительно убить его.
Она начинает сжимать ящик, говоря Джину, что он превратится в кашу внутри него. Он говорит ей, что прорвется силой, но Мамаги не верит, что это возможно. Когда ящик становится еще меньше, она говорит, что мозг начинает паниковать, когда человек оказывается в замкнутом пространстве, и люди теряют способность что-либо делать. Она думает, что то же самое произойдет с Джином, когда ящик станет еще меньше. Но вдруг она слышит звук удара клинка о стену. Она думает, что он не может сделать это в таком замкнутом пространстве, но у Джина есть для нее еще сюрпризы. Внезапно ящик трескается, а затем разлетается на куски, когда Джин выходит с бензопилами, торчащими из его спины. Он говорит Мамаги, что когда-то спал в вентиляционной шахте заброшенного здания. Там было холодно, сыро и воняло, и по сравнению с этим ее ящик был просто раем. Мамаги злится и решает прикончить его следующей атакой. Но тут кто-то бросает туда отрубленную голову монстра. Это оказывается преступник по имени Экари, который злится на Мамара за то, что они думают, что могут убить его таким мусором. Джин говорит ему держаться подальше, потому что это его бой, но Экори уже решил разобраться с Мамара перед ними. Однако, увидев план Мамара, он теряет контроль над собой. Он начинает отчитывать ее за то, что она носит неприличную одежду, но ей все равно, что думают мужчины о ее наряде. Затем Икари проливает свою кровь на землю, чтобы активировать ее силу, но Мамаги решает сначала поймать обоих парней в свою клетку. К несчастью для нее, Икори слишком быстр и ловок по сравнению с ее атакой. Он легко уклоняется от ее атаки и наносит ей сильный удар в челюсть, от которого она отлетает. Мамаги в шоке, потому что не могла предвидеть атаку, но оказывается, что даже Икори не мог предвидеть, что сделает его сила. Его способность крови дает ему случайную силу в зависимости от того, насколько он зол, и сейчас у него есть пара волшебных красных ботинок, которые увеличивают его скорость и ловкость. Икари думает, что ему нужно было сильнее разозлиться, чтобы получить лучшее оружие, но Мамаги просто думает, что он враг скоростного типа, а она не сильна против таких. В то же время, снаружи барьера НАТО использует свою особую атаку, чтобы разрушить барьер. В результате весь штаб начинает трястись, и он понимает, что здание скоро рухнет. Однако он считает, что жизни их друзей, запертых внутри, гораздо ценнее, чем здание, и их нужно срочно спасать. Все в здании тоже чувствуют толчки и понимают, что нужно срочно выбираться. Тем временем НАТО и его группа добираются до места, где Мамаги сражается с Джином и Икори. НАТО говорит Мамаги, что она в ловушке, и после того, как она все это время использовала свои силы в огромных масштабах, у нее не осталось сил. Он говорит ей сдаться, потому что она не может убежать, но Мамаги отвечает, что она и не собирается убегать. Она сбрасывает платье, оставляя на себе только тонкий слой черных бактерий, и заявляет, что убьет всех здесь. Тем временем Цубакири тоже решает закончить бой с Шики, но Шики уворачивается от его гравитационной атаки. Он снова достает свою ракетницу и атакует их. Но зомби манипулирует гравитацией, чтобы ракета не попала в него. Затем Цубакири показывает еще один навык своего зомби-партнера. Он сжимает кислород в маленькую сферу, которая становится невероятно тяжелой благодаря его способностям. Затем он стреляет в него гравитационным шаром, нанося ему ужасные внутренние повреждения. Когда Шики стонет от боли, Цубакири говорит, что не может поверить, что он сын Кишина, которого когда-то называли сильнейшим генералом Они в истории. Он разочарован в Шике, который даже не знает, стоит ли верить его истории. Тем временем Мэй тоже чувствует толчки и пугается, когда с крыши начинают падать обломки. Но она помнит, как Шики сказал ей не поддаваться отчаянию. Он сказал ей подбодрить его, если она действительно хочет жить, и она решает набраться смелости и поддержать его. В то же время Мао по имени Самадай, который убил отца Шики, добирается до штаб-квартиры агентства Мамао. Его новый вице-капитан Хина приветствует его и сразу же начинает восхищаться им, потому что он, очевидно, живая легенда среди Мамао. Но Самадай не хочет иметь ничего общего с этой занудой и говорит ей, что работает один, поэтому она ему не нужна. Хина обижается на его ответ, но все равно бесстыдно следует за ним и начинает расспрашивать о штаб-квартире и других вещах, потому что она из деревни и впервые видит город. Она вдруг спрашивает о детях Кишина, о которых все в агентстве сплетничают, и Самадай понимает, что это единственный вопрос, на который стоит ответить. Он говорит ей, что давным-давно Грозный, а не по имени Кишин, в одиночку поставил агентство Маматора на грань уничтожения. Он оплодотворил множество женщин, чтобы распространить свои гены по всему миру, чтобы после него родилось больше сильных Ани. Хина находит это странным, потому что если Кишин действительно был Ником Кенноном из Ани, то на улицах должно быть много его детей и внуков. Самадай говорит ей, что только те Ани, которые унаследовали силу Кишина, называются детьми Кишина, и их не так много. Но они
рождаются в определенное предсказуемое время. Хина спрашивает его, что он имеет в виду, и другой Мамара отвечает ей. Он говорит, что дети Кишина появляются, когда сторона Маматера сильно доминирует над Ани. Хина ошеломлена преступником, который только что появился перед ней из ниоткуда, и он представляется как Шинья, капитан 21-го отряда. Хина нервничает перед Шинья, потому что он кажется очень страшным, но он также довольно разговорчив. Он говорит ей, что война между Маматера и Ани длится уже тысячи лет, и на самом деле это из-за Кишина и его потомков. Когда агентство Маматера было впервые создано и почти уничтожило сообщество Ани, родился Кишин. С тех пор, когда они собираются покончить со всеми Ани, дети Кишина пробуждают свою силу и продлевают войну. Шинья продолжает проклинать Ани, насмехаясь над Хиной, а затем спрашивает ее, почему это проблема, что они теперь могут жить среди людей. Она дает ему книжный ответ, что Маматара должны защищать людей от Ани. И если они будут прятаться среди обычных людей, невинные люди могут попасть под перекрестный огонь. Шинья ругает ее за то, что она зануда. И говорит, что на их стороне политики, которые помогают им навести порядок, даже если их личность будет раскрыта, или если люди попадут под перекрестный огонь. Но именно эти мерзкие политики создают им проблемы. Он говорит, что политики начали требовать от них, среди прочего, делать лекарства из крови Ани, и это его больше всего бесит. Он считает, что если бы они не прятались среди людей, им не пришлось бы иметь дело с этими ублюдками, но Хина спрашивает его, разве это не хорошо, что люди у власти помогают им? Шинья снова насмехается над ней, говоря, что политики поддерживают их только для того, чтобы они были первыми, кого защитят, если что-то пойдет не так. Он издевается над Хиной за то, что она так невежественна в отношении настоящей природы мира. А затем поворачивается к Самадаю и говорит ему, что ему должно быть трудно иметь в напарниках глупую деревенскую девчонку. Это еще не все, что он хочет сказать, и он подходит к Самадаю вплотную и говорит ему, что, возможно, он уже не в лучшей форме, потому что проиграл Шики, который всего лишь мальчишка, хотя и является ребенком Кишина. Шинья говорит Самадаю, что начальство отправило его в штаб-квартиру, потому что они тоже хотят, чтобы он ушел с полевой службы и дал шанс лучшим кандидатам. Затем Шинья уходит, говоря Самадаю, что даже если он останется на своем месте, он поднимется по служебной лестнице, убивая детей Кишина. Самадай тут же говорит ему, чтобы он держался подальше от Шики, потому что он хочет убить его лично. Шинья усмехается и говорит, что это будет сложно с одной рукой. После того, как он уходит, Хина спрашивает Самадая, есть ли только один ребенок Кишина, и он говорит ей, что их больше. В то же время Цубакири говорит Шике, что в каждом поколении всегда 8 детей Кишина, и он один из них. Он говорит, что если истинная сила Шики как ребенка Кишина пробудится, он станет угрозой для агентства Маматера, поэтому им нужно избавиться от него. Однако он считает, что будет лучше взять его в качестве подопытного кролика и изучить, что делает его особенным, и именно это он и планирует сделать сейчас. Шики встает, когда сила зомби ослабевает, и проклинает Цубакири, говоря ему, что ему плевать на легенду о Кишине или что-то еще. Он клянется, что не позволит Цубакири уйти после всего, что он сделал, и тут же достает свою ракетницу. Шики начинает атаковать Цубакири, не сдерживаясь, заставляя его бегать по комнате, чтобы уклоняться от атак. Однако у него быстро заканчивается выносливость, и он падает на колени, чувствуя головокружение от потери крови. Теперь он даже не может пошевелиться, и Цубакири называет его слабаком, который не может справиться даже с таким уровнем боя. Он замечает, что здание начинает рушиться. Поэтому он приказывает своему напарнику-зомби схватить Шики, а затем замечает, что Мэй тоже прячется за стеной. Цубакири говорит, что, возможно, он прикончит ее следующей, и Шики приходит в ужас, видя, что Мэй в опасности. Он просит ее бежать, но вместо этого Мэй выходит из укрытия. Она спрашивает Цубакири, так ли он убил ее родителей, и он усмехается, говоря, что даже не помнит, как истреблял этих вредителей. Мэй спрашивает его, как он мог убить ее родителей, ведь они ничего не сделали, но он просто смеется над ней, говоря, что они насекомые и у них никогда не будет человеческих семей. Шики снова говорит Мэй бежать, но когда он слышит ее имя во второй раз, Цубакири действительно вспоминает ее родителей. Он говорит ей, что они умоляли пощадить ее и выглядели такими жалкими, что он решил оставить ее в живых. Однако, когда он сказал им, что все равно убьет их позже, они были в ужасе. Мэй начинает плакать, услышав это. Но Шики кричит ей, что сейчас не время плакать. Он встает и говорит Мэй, что сначала они победят этих ублюдков, а потом вместе поплачут. Цубакири смеется, видя, что Шики плачет, и спрашивает, как они вообще могут плакать. Шики говорит ему, что он может плакать, потому что у него есть сердце, и если Цубакири этого не понимает, то он настоящий демон. Цубакири злится на это и использует зомби, чтобы еще больше раздавить Шики.
Затем он решает покончить с жизнью Мэй, и воздух вокруг нее постепенно становится тяжелее. Шики паникует, понимая, что в таком случае он не сможет защитить еще одного человека. Он выкладывается на полную, надеясь найти какой-нибудь скрытый источник силы, который поможет ему защитить Мэй. Внезапно его ноготь разрывается, и кровь, вытекающая из него, превращается в огненный смерч. Цубакири ошеломлен этим, потому что это означает, что Шики пробуждает свою силу как дитя Кишина. У детей Кишина есть уникальный атрибут стихии, а у Шики — атрибут огня. Благодаря своим недавно пробудившимся силам он отменяет гравитационное поле, давящее на него, и чувствует, что у него еще есть силы сражаться. Цубакири шокирован этим, но решает прикончить его, пока он не оправился. Однако, как только он пытается использовать свои силы, пуля Шики пробивает его руку и поджигает ее. Цубакири паникует, думая, что Шики действительно опасен, если он все еще так силен с небольшим количеством крови. Но в этот момент Шики падает на колени, потому что не может контролировать пламя, окружающее его тело. Цубакири тоже это замечает и тут же снова прижимает Шики к земле. Затем он решает убить Мэй, говоря ей, что ее родители были паразитами, которые умерли жалкой смертью, и она тоже будет такой же. Шики проклинает его, спрашивая, что, черт возьми, сделали ему родители Мэй. Он спрашивает, неужели они даже не могут жить спокойно, и это напоминает Мэй о том, как она задавала тот же вопрос своим родителям. Они сказали ей, что каждый может жить мирной и счастливой жизнью, и она начинает плакать, когда Шики говорит то же самое. Однако расист Цубакири злится на это и решает прикончить их обоих своей последней атакой. Он создает гравитационный вихрь с помощью силы зомби, а Шики снова создает свое оружие, чтобы дать отпор. Цубакири думает, что он просто блефует, потому что у него недостаточно крови, чтобы создать боеприпасы, но Шики полон решимости сражаться до конца, чтобы защитить будущее Мэй. Тем временем Мэй думает о своих родителях и о том, как они говорили ей никогда не отказываться от своего будущего. Она делает глубокий вдох и подбадривает Шики, и внезапно пламя, окружающее его, вспыхивает снова. Он восстанавливает свои силы, и Цубакири не может понять, как это возможно. Однако Шики рад, что Мэй сдержала свое обещание, и с восстановленными силами он делает мощный выстрел в гравитационный вихрь, разрывая его на части. Цубакири может только наблюдать за этим, а затем взрыв от атаки Шики попадает прямо в него, нанося огромный урон. Тяжело раненый Цубакири лежит на земле и сожалеет, что недооценил Шики. Он не может поверить, что проиграл тому, кто недавно пробудил свои силы, но понимает, что слишком ранен, чтобы выбраться из этой ситуации живым. Он ползет к своему напарнику зомби Монаке, вспоминая, как они впервые встретились. Несколько лет назад Цубакири был просто исследователем в агентстве Мотаро и не хотел вступать в боевые силы. Он был доволен своей работой по экспериментам над захваченными Они и проводил большую часть времени в своей лаборатории. Но однажды Монако пришел, чтобы завербовать его в свою команду. Цубакири сразу же возненавидел привычку Монаки вмешиваться в жизнь других и отказался от его предложения. Однако его отказ имел такое же значение, как и я в своей семье, и на следующий день его перевели в отряд Монаки по приказу начальства. Цубакири понял, что у Монаки была аура и харизма лидера, и он был достаточно добр, чтобы помолиться за убитых им Они. Цубакири никогда этого не понимал, потому что после того, как его родителей убил Они, он постепенно потерял свои эмоции. Ему все равно было наплевать на родителей, потому что они всегда были заняты работой в агентстве и никогда не уделяли ему времени. Однажды он поделился своей историей с Монакой, который сразу же пригласил его к себе домой и познакомил со своей женой и дочерью. После этого Монако часто приглашал его поужинать с семьей. И постепенно Цубакири снова начал чувствовать тепло человеческих эмоций. Однако он все еще не понимал, зачем Монаке нужна семья, если она может помешать ему и его работе. Монако сказал ему, что семья дает ему мотивацию делать все возможное и возвращаться домой живым. Но вскоре это стало причиной его смерти. Однажды Монако и его команда ворвались в квартиру после получения сообщения об Они и нашли там ребенка. Монако увидел в мальчике свою дочь и не смог напасть на него, дав ему шанс сбежать. Но как только мальчик Они вышел на улицу, он обезумел и убил всех, кого видел. К сожалению, жена и дочь Монаки в это время были в магазине, и обезумевшие Они напал и на них. Монако бросился их спасать, но было уже поздно. Его жена и дочь погибли, а он получил смертельные ранения, сражаясь с Они. В последние минуты жизни Монако пожалел, что проявил сострадание к врагам, и заявил, что всех Они нужно безжалостно уничтожать на месте. Он попросил Цубакири использовать его тело, чтобы он мог продолжать сражаться с Они даже после смерти. Цубакири согласился и, управляя телом Монаки, вскоре стал капитаном отряда. Даже сейчас он не сдался.
И он клянется, что будет сражаться вместе с Монакой, пока они не уничтожат всех они. Он пытается подползти к нему, но внезапно тело Монаки загорается, и Цубакири теряет сознание, потеряв всякую надежду. С другой стороны, Шики не может поверить, что выиграл бой. Он ошеломленно смотрит в потолок, и тут к нему подходит Мэй, и вдруг с потолка падает огромный камень, приземляясь прямо рядом с ней. Звук падающего камня приводит Шики в чувство, и он говорит Мэй, что им нужно немедленно убираться отсюда. Но у него совсем не осталось сил, и он падает на пол, истекая кровью. В это же время в туннеле Момоги заперлась в барьере, поняв, что не сможет победить. Ната решает оставить ее в покое, потому что у него недостаточно сил, чтобы снова запечатать их базу. Вместо этого он решает спасти всех, кто оказался в ловушке, пока здание не рухнуло. Ната, Джин и другие бегут в главный зал и, к своему удивлению, находят Кею, который лечит потерявшего сознание Шики. Джин спрашивает, как он выжил, и Кей отвечает, что был на грани смерти. Но он выпил немного своей крови, которая попала на крышу, и это помогло ему выжить. Услышав это, Ната идет разбираться с Цубакири, говоря, что тот выглядит жалко. Но прежде чем прикончить его, он спрашивает, что он думает о силе Кидзина Шики. Цубакири отвечает, что Шики был очень силен, но, похоже, он сжигал свою жизненную силу. Джину становится интересно, что происходит на кухне, но Кея говорит, что объяснит все, когда они будут в безопасности. Вскоре после этого в зал приходит Момоги и с ужасом видит мертвого Цубакири. Он изменился после встречи с Монакой и, следуя по стопам своего наставника, даже завел семью. Но теперь Момоги не может сказать жене и новорожденной дочери Цубакири, что он погиб в бою. Через несколько часов Шики просыпается полностью исцеленным. Кея и Ната присматривают за ним, и Ната протягивает ему бутылку воды, говоря, что он действительно победил капитана Амара. Шики наконец понимает, что победил Цубакири, но тут же грустит, потому что ничто не может вернуть родителей Мэй. Ната тихо открывает окна, говоря, что они слишком много потеряли, чтобы считать это победой, но они должны радоваться, что выжили. Вскоре после этого Шики и остальные его одноклассники собираются вернуться в школу. Кей решил усыновить Мэй и просит всех навестить их снова. Когда ученики садятся на корабль, Мэй зовет Шики, благодарит его с улыбкой и говорит, что он еще придет к ней. Когда они добираются до Академии, Ната начинает рассказывать ученикам о том, как агентство они разделено на 3 части. Есть боевое подразделение, медицинское подразделение и разведывательное подразделение. И после окончания учебы ученики будут распределены по этим подразделениям в зависимости от их способностей. Но в классе царит хаос, потому что у Шики перегревается мозг, и он издает громкие звуки, пытаясь сосредоточиться на уроках. Куина пытается причесать Ракира, а Акари беззаботно спит. Ната больше всего злится на Акари и будет его звуковым ударом. После этого он объявляет, что урок окончен, и теперь каждый должен выбрать себе соседа по комнате. Ученики по-разному относятся к тому, чтобы жить в одной комнате, но Джуджи замечает, что один из мальчиков останется без соседа, потому что их нечетное количество. Ната объявляет, что тот, кто останется без соседа, будет жить с ним, и все вдруг начинают относиться к одноклассникам гораздо лучше. Они все еще обсуждают, как разделить комнаты, но Куина заявляет, что хочет жить с Ракира. Все в шоке, а Джуджи завидует Ракира, но Ната объясняет, что мальчики и девочки живут в разных комнатах. Куна спрашивает, кто, черт возьми, будет заботиться о Ракира, и Шики спрашивает, что она имеет в виду. Куна подробно описывает, что она планирует делать с Ракира, и, короче говоря, это включает в себя 4 раунда ежедневного секса с ним. Ну, Шики злится так же, как и Джуджи, услышав это, и они оба набрасываются на Куну. Шики просит Гомера вразумить Куну, потому что он не хочет, чтобы Ракира развлекался в одиночку. Но Гомер собирает вещи и извиняется, говоря, что она здесь лишняя, и если она уйдет, их количество сравняется. Она говорит, что будет жить на улице в картонной коробке, и Шики становится не по себе от этих слов. В любом случае, Шики, Джуджи и Икари говорят Джину, что ему нужно сесть в тюрьму, то есть жить в одной комнате с Ната, потому что он здесь самый одинокий. Джин холодно отвечает, что ему и так хорошо, и это злит всех троих. Они называют его идиотом, который даже не понимает, что происходит, и тогда Шики говорит Экари, что они должны жить в одной комнате. Экори тут же отказывается, говоря, что ненавидит находиться рядом с людьми, и Джуджи чувствует себя преданным и брошенным. Он дуется, что никто не хочет жить с ним, и Ракира протягивает ему руку дружбы, спрашивая, не хочет ли он стать его соседом, потому что он боится Куны.
Но Джуджи еще больше злится и спрашивает Ракира, не хочет ли он еще больше его разозлить, рассказывая о том, как Куна всегда делает ему минет перед школой. Психическое здоровье Ракира ухудшается из-за этого, и пока он дуется в одиночестве, Икори говорит Шике, что вместо этого он должен жить в одной комнате с Ната. Шики отказывается, говоря, что хочет поговорить о своих чувствах с соседом по комнате перед сном. Он говорит, что очень рад отправиться в школьную поездку со всеми, потому что никогда раньше не ездил, потому что его исключили из средней школы, а потом выгнали из старшей. Все удивляются, что Шики ходил в школу, и он спрашивает, почему они так удивлены. Джуджи отвечает, что его способности проявились, когда он был маленьким, поэтому у него не было возможности ходить в школу. У других похожие истории, и Шики понимает, что им было хуже, чем ему. В любом случае, Ната говорит им, чтобы они не тратили время зря и уже определились с соседями по комнате. И Шики говорит, что они должны использовать метод камень-ножницы-бумага, чтобы решить, с кем они будут жить. Все соглашаются с этой идеей, и когда они бросают жребий, Джуджи оказывается лишним. Он расстроен, потому что теперь ему придется жить в одной комнате с Ната. С другой стороны, Шики радуется, что избежал Ната, но потом обнаруживает, что его сосед по комнате Джин, и, честно говоря, это не намного лучше для него. Он разочарован, потому что Джин – самый скучный человек в группе. Но Джину, с другой стороны, интересно узнать о Шике. Перед возвращением в академию он поговорил с Кеей о Шики и узнал подробности о детях Кишана. Теперь он немного расстроен и говорит Шике, чтобы тот не зазнавался только потому, что родился с особыми способностями. После этого в классе снова начинается хаос, и Шики начинает думать о Мэй. Он задается вопросом, как у нее дела, и надеется, что она усердно работает ради будущего, в котором она будет в безопасности и счастлива. В то же время в штаб-квартире агентства Маматера преступник по имени Шинья тоже в движении. Он думает, что если победит Шики, который победил Цубакири, то получит много очков и станет капитаном отряда. Он говорит своей команде готовиться, потому что они немедленно отправляются, и они отвечают, что у них нет разрешения уходить без разрешения. Но Шинье все равно, потому что пока он добивается результатов, начальство не будет жаловаться на его методы. Через пару дней Шики и его одноклассники наслаждаются горячей общественной баней после тяжелого дня в школе. Пока Шики жалуется и говорит, что Ната учитель-демон, Джин уходит, потому что закончил мыться. Икари тоже уходит, потому что устал от болтовни Шики, но по крайней мере Джуджи с ним согласен. Ракира, с другой стороны, знает, что Куина будет ждать его снаружи, чтобы побаловать, и хотя это мечта любого мужчины, этот слабак боится этой мысли. Джуджи и Шики думают, что он просто хвастается, но когда Ракира уверяет их, что боится заботливых и властных мамочек, они слышат голос Куины, которая пытается войти в мужскую баню, чтобы быть с Ракира. У троих парней разная реакция на эту ситуацию, но когда дверь открывается, они видят там Ната вместо Куины, которую удерживают другие парни. Ната говорит всем, что они проведут учение по экстренной эвакуации, и все должны собраться в спортзале через 10 минут. Но Шики приходит поздно и начинает говорить Ната, что это он виноват, что помешал ему, когда он отдыхал. Ната не собирается терпеть его болтовню и спрашивает, не хочет ли он тренироваться в бурю, если у него проблемы с учениями по эвакуации, и Шики тут же меняет свое мнение. В любом случае, Ната начинает свою лекцию, говоря ученикам, что если они не смогут действовать как команда и быстро реагировать в чрезвычайных ситуациях, их шансы на выживание резко снизятся. Он говорит, что это упражнение предназначено для того, чтобы научить их работать в команде, а затем указывает на припасы, которые лежат в углу зала. Он говорит им оставаться в спортзале до дальнейших распоряжений, а сам уходит патрулировать кампус. Все рады, что Ната наконец-то ушел, но теперь они не знают, что делать. Джин первым замечает кастрюлю среди припасов, и Шики говорит, что в ней может быть бомба. Он направляет на нее палец, говоря, что лучший способ обезвредить бомбу – это выстрелить в нее издалека. Но Икари и Гомер говорят ему остановиться, потому что даже обезьяна поймет, что в кастрюле их обед. Шики смеется, говоря, что он просто пошутил, но Икари злится на него и называет идиотом. Шики начинает спорить с ним, но это быстро заканчивается, когда Гомер начинает извиняться за то, что обидел его. В любом случае, пока они ссорятся, Куина решает принести еду своему дорогому Ракира и обнаруживает, что это их любимая карри с рисом. Когда все садятся есть, Шики начинает капризничать и спрашивает, не хочет ли кто-нибудь его ростки фасоли, потому что он ненавидит любую зеленую еду. Гомер говорит ему не быть привередой, и хотя она любит жареные ростки фасоли, она не настолько их любит, чтобы есть чьи-то объедки. В этот момент Шики замечает Акари возле кастрюли, потому что тот уже съел свою порцию, и тут же проглатывает всю еду в 3 глотка, прежде чем броситься за второй порцией.
Джин наблюдает за ними издалека и тоже хочет взять еще порцию. Он не может есть быстро, потому что плохо переносит специи. Он не хочет, чтобы кто-то подумал, что он слабак, поэтому ест медленно. С другой стороны, Куина спрашивает Ракира, не хочет ли он еще порцию, и он отвечает, что сыт, и если съест слишком много, его стошнит. Он завидует идиотам, которые могут есть сколько угодно. Но он также рад, что вместе с карри им дали пудинг. Он говорит Куине, как сильно любит пудинг, но этот придурок ревнует и спрашивает, любит ли он пудинг больше, чем ее. Ракира даже не знает, что сказать, когда Куина начинает его трясти, но потом она решает приготовить ему пудинг позже, и он благодарит ее за это. Это внезапно меняет настроение Куины, и она говорит Ракира, что он тоже может съесть ее пудинг. В любом случае, когда все заканчивают ужинать и есть десерт, Гомер обнаруживает, что осталась одна упаковка пудинга. Она спрашивает, не хочет ли кто-нибудь еще, но все уже съели свою порцию. Затем она спрашивает, не хочет ли кто-нибудь еще, и Джин решает перестать притворяться крутым и поднимает руку. Однако Шики тут же выхватывает пудинг из рук Гомера. Джин в отчаянии опускает руку, но Шики вовремя замечает это. Он говорит Джину, чтобы тот не стеснялся, если голоден, и предлагает ему последнюю тарелку карри, которую он приберег на потом. Но его искренний жест только злит Джина. В то же время Ната осматривает все комнаты одну за другой в рамках учений по экстренной эвакуации. В этот момент приходит зеленый посыльный из академии, и Ната берет трубку, чтобы поговорить с директором. Директор говорит ему, что ему не нужно следовать правилам учений по экстренной эвакуации, потому что они оба знают, что в кампусе нет реальной опасности. Он говорит Ната, чтобы тот пошел и провел время со своими учениками, но потом понимает, что ученикам будет комфортнее без него. Ната соглашается, но надеется, что его ученики смогут поладить друг с другом, но не думает, что это произойдет в ближайшее время. Он начинает говорить о том, что у каждого есть свой эмоциональный багаж, и что ладить с другими нелегко для любого из них. Вернувшись в спортзал, Джин готовится сразиться с Шики за пудинг, и Шики называет его трусом, который даже не может сказать, что хочет еще пудинга. Это еще больше злит Джина, и он выпускает свою бензопилу, заставляя Шики тоже достать свою базуку. Джин первым стреляет в него из бензопилы, и Шики блокирует удар, но как только он собирается ответить, появляется Ната. Он разочарован тем, что они рисковали жизнью из-за пудинга, и еще больше разочарован тем, что они съели всю еду и ничего не оставили ему. Все в шоке, узнав, что Ната должен был есть с ними, и Гомер начинает извиняться, потому что она съела все ростки фасоли. Другие ученики ведут себя еще более бесстыдно и говорят Ната, что это его вина, что он не сказал об этом раньше, и он не может отрицать их логику. В любом случае, он говорит им, что использовать свои способности или драться в спортзале строго запрещено, и любой, кто покинет зал без разрешения, будет исключен. Затем он уходит с пудингом, но забывает ложку. Гомер спрашивает, не стоит ли им пойти за ним и отдать ему ложку, но Куина говорит ей забыть об этом, потому что не стоит рисковать исключением. После этого все решают пойти спать, и Шики радуется, потому что хочет пообщаться с людьми своего возраста. Джин ведет себя наоборот и держится от всех на расстоянии. Тем временем Куина говорит Ракира залезть к ней в спальный мешок, чтобы они могли обниматься всю ночь, но ему это не нравится. Это злит извращенца Джуджи, который тоже хочет попытать счастье, а Акари — его полная противоположность. Он старомодный парень, который считает, что мальчики и девочки должны начинать встречаться только после 20 лет, и ему даже не нравится, что они все спят вместе. Он сразу же использует занавеску, чтобы разделить зал на две части, чтобы разделить мальчиков и девочек, но Шики все еще веселится, потому что для него это как школьная поездка. Ну и Кори решает присоединиться к веселью и говорит, что пришло время для страшилок. Чики начинает потеть, потому что он до смерти боится призраков и всего такого, но остальные мальчики с удовольствием рассказывают страшные истории. И Кори говорит Джину, что тоже хочет рассказать им историю. И Чики надеется, что Джин не заинтересуется, потому что тогда у него тоже будет повод отказаться. Однако Джину нравится история о привидениях, и Шики понимает, что ему конец. Рокура начинает первым, рассказывая о том, что ему кажется, будто кто-то постоянно смотрит на него с тех пор, как он пришел в академию, но все говорят ему, что это просто Куина. Затем Джуджи рассказывает о том, как он боится каждый раз, когда слышит шаги Ната, когда борется со своей змеей. Шики рад, что пока ни одна история не была о привидениях. Но потом Акари начинает рассказывать историю о призраке женщины на горном перевале. Внезапно гаснет свет, и перепуганный Шики издает дикий крик. Он ведет себя спокойно и пытается свалить вину на Джуджи, когда тот включает фонарик, но есть вещи поважнее, о которых стоит беспокоиться.
Джин говорит, что слухи о том, что истории о привидениях привлекают настоящих призраков, похоже, правдивы, а затем указывает на призрака, стоящего в углу. Это просто директор, который пытается напугать детей, чтобы они немного сблизились. Но Шики, Ракира и Джуджи в ужасе. Они прижимаются к Акаре, который отталкивает их, потому что впервые видит настоящего призрака и хочет стать охотником за привидениями. Он бросается на директора, который отбрасывает его силовым полем, и Джин решает пойти следующим. Трусливая троица цепляется за него, и когда он пытается от них избавиться, Шики позволяет страху взять вверх над разумом. Он достает пистолет и начинает беспорядочно стрелять, взрывая комнату, даже не целясь в директора. Когда позже Ната приходит в спортзал, он в ужасе от того, что произошло, и директор просит его сказать ученикам, что это был просто плохой сон и никакого призрака не было. На следующий день все убеждены, что им приснился плохой сон из-за ненастной ночи. Когда Ната входит в класс, он говорит им, что они едут в Токио на следующие полевые учения. Через пару дней Ната и весь его класс уже в Токио. Но они усвоили урок после засады на их базе в Киото и начали притворяться обычными гражданскими. Помимо париков и обычной школьной формы, они также сменили имена. Но, видимо, для Джуджи не нашлось парика, поэтому он остался таким, как обычно. Он пытается пожаловаться на это Ната, но тот даже не обращает на него внимания. Вместо этого он говорит им отдохнуть сегодня вечером, потому что рано утром они отправятся на экскурсию. Затем Ната протягивает Шики бумажку и говорит ему пойти по указанному адресу, чтобы сдать кровь. Шики спрашивает, зачем это нужно. Ната отвечает, что им нужно подробно изучить его кровь. Он начинает проклинать агентство Маматора за нападение на них в Киото, потому что это создало много ненужных проблем для этой поездки, а затем направляется в отель, и все следуют за ним. Шики очень разочарован тем, как проходит его первая школьная поездка, но вдруг замечает, что неподалеку проходит летний фестиваль, и решает пробраться туда, чтобы немного повеселиться, прежде чем вернуться в отель. Он бежит на фестиваль и сразу же погружается в атмосферу вечеринки, когда видит мальчика, который жалуется своей сестре, что не может выиграть главный приз в тире для нее. Потому что мишень номер 1 слишком маленькая. Шики воспринимает это как вызов и говорит детям, что выиграет для них главный приз. Владелец магазина говорит ему, что это невозможно, но Шики просто берет пистолет и с легкостью попадает в самую маленькую мишень. Однако он не единственный стрелок в этом городе, потому что другой парень попал в мишень одновременно с ним. Вместо того, чтобы разозлиться или завидовать, Шики признает стрелка и решает устроить дружеское соревнование. Пока они вдвоем с точностью снайпера поражают мишень за мишенью, владелец магазина может только смотреть на них, понимая, что сегодня он понесет большие убытки. Вскоре Шики и другой стрелок сбивают все мишени, выигрывают все призы и отдают их детям. После этого они отдыхают на скамейке и пьют газировку, обсуждая, какие они были крутые только что. Шики спрашивает парня по имени Микадо, увлекается ли он оружием, и тот сразу же подтверждает это. Микадо рассказывает, что ему нравится, как плавно перезаряжается оружие в современных видеоиграх, и что он часами смотрит, как ютуберы и стримеры тестируют разные виды оружия. Шики рад, что нашел единомышленника, а потом понимает, что еще не представился. Они знакомятся, и Шики называет ему вымышленное имя Нацу. Он узнает, что Микадо 19 лет, и спрашивает, учится ли он в колледже или что-то в этом роде, но Микадо снимает халат и показывает, что он на самом деле полицейский. Это портит настроение Шики, потому что он не любит полицию и спрашивает, зачем кому-то вообще становиться полицейским. Микадо отвечает, что хотел защищать людей от плохих парней, но это сопряжено с определенными трудностями. Он показывает на неприятного парня на улице и говорит Шике, чтобы тот не судил о нем по внешности, потому что он видел, как тот раздавал детям золотую рыбку, которую выиграл на турнире. Микадо говорит, что не судит людей по внешности и хочет понять, хорошие они или плохие, только после того, как увидит их поступки. Но оставаясь в рамках закона, Шики начинает искренне уважать его. Но потом Микадо начинает рассказывать о своем начальнике, который всегда стремится к власти и арестовывает людей направо и налево, не задумываясь об этом. Шики вспоминает Ната по этому описанию, но говорит Микадо, что каким бы ни был его начальник, он не должен позволять ему менять свое мнение. Микадо очень рад это слышать и говорит Шики, что тот мудрее, чем кажется, и смущается, услышав это. В любом случае, Микадо решает уйти и просит Шики дать ему свой номер телефона, чтобы они могли пообщаться. Шики соглашается и говорит, что живет не здесь. Но потом он вспоминает, что ему все равно нужно ехать в город, чтобы сдать кровь, так что он может пообщаться с другом. Он говорит, что вечером свободен, но тут Микадо получает сообщение от своего начальника,
которым оказывается никто иной, как Шинья Мататара. На этом они расходятся. Тем временем Ната и другие студенты добираются до отеля, и Ната замечает, что Шики нет. Он говорит всем, чтобы они делили комнаты со своими соседями по общежитию, а сам идет искать Шики, злясь, что тот заставляет его тратить драгоценное время. С другой стороны, Микадо подходит к Шинье, который начинает отчитывать его за то, что он отвлекается, когда они приехали сюда по делу. Он напоминает Микадо, что они переоделись в полицейских, чтобы найти Шики, а не ходить на фестивале, и говорит ему вести себя как вице-капитан. Микадо чувствует, что заслужил это, но все равно рад, что свернул с пути и встретил замечательного парня, не зная, что это именно тот человек, которого они ищут. На следующий день Ната ведет всех в старый книжный магазин, который является базой разведывательного подразделения токийского отделения. Он говорит студентам, что им нужно провести некоторое время в книжном магазине и поговорить с разведчиками, а затем смотрит на Шики и говорит ему, чтобы тот больше не терялся. Когда они заходят в книжный магазин, Ната берет несколько книг и отдает их продавцу, который является агентом разведывательного подразделения. Он уже знал, что Ната и его группа придут к нему сегодня. После этого продавец начинает разговаривать со студентами, говоря им, чтобы они продолжали выбирать книги, пока он говорит, чтобы не вызывать подозрений. Шики жалуется, что разочарован этим местом, потому что думал, что здесь все будет высокотехнологично, как в Киото. Продавец отвечает, что Киото – особый случай, потому что у него долгая история как база агентства они, и он занимает большую территорию. По сравнению с этим их база находится на окраине Токио, и большинство их агентов постоянно находятся на разведывательных заданиях. Так что этого крошечного книжного магазина им вполне достаточно. Затем он говорит, что у них также есть высокотехнологичные подземные сооружения, и Шики приходит в восторг, услышав об этом. Он спрашивает, можно ли им сегодня посмотреть на эти сооружения, но продавец отказывается, прежде чем представиться как Киору. Затем он объясняет Шики и другим, что каждый, кто присоединяется к агентству, они попадает в одно из 3 подразделений, включая боевое, разведывательное и медицинское. Шики взволнованно отвечает, что слышал об этом и точно будет в боевом подразделении. Ната быстро отчитывает его и говорит, чтобы он продолжал делать вид, что выбирает книги, и вел себя как обычный студент. Шики ничего не может ответить, потому что знает, что у него проблемы, и Каору смеется, говоря студентам, что они могут задавать вопросы. Затем он объясняет, что боевое подразделение сражается с агентством Маматара на передовой, и Икари уверен, что это единственная работа для него. Медицинское подразделение не только лечит раненых они, но и следит за тем, чтобы обычные они могли безопасно жить среди обычных людей. Гомер думает, что было бы здорово присоединиться к медицинскому подразделению, потому что она хочет помогать людям. Затем Каору рассказывает о разведывательном подразделении, которое собирает информацию и незаметно выслеживает врагов. И Джуджи думает, что его способности и характер идеально подходят для этой работы. Тем временем Куина решает пойти в то подразделение, которое выберет Ракира, но Ракира вообще не хочет ничего выбирать. Внезапно Джуджи спрашивает Каору, нужно ли им делать записи, потому что сегодня они узнают много нового, и Каору отвечает вопросом, сможет ли он делать записи перед врагом. Джуджи получает ответ, но Каору решает уточнить и говорит, что, хотя ведение записей важно, агенты разведки хранят большую часть информации в больших мегабайтах наверху. Он говорит, что это очень полезно в ситуациях, когда жизнь или смерть на кону. После этого он объясняет, почему отказался показать им свои секретные объекты, заявив, что если кто-то из них попадет в плен к агентству Маматора, они легко узнают их секреты. Шики называет это проблемой навыков и заявляет, что, как бы его ни пытали, он никогда ничего не выдаст. Каору называет его храбрым большим мальчиком за такие мысли, но затем просит его не недооценивать агентов Маматора. Гомер робко спрашивает, могут ли агенты Маматора читать мысли, и Каору не может отрицать такую возможность. Он говорит, что у всех Мома есть уникальные способности, а некоторые особенные держат свои способности в секрете даже от своих товарищей по команде. Он говорит, что даже если у них нет способности читать мысли, Маматара безжалостны, и у них есть много способов получить информацию, которая может быть использована для уничтожения агентства они. После этого все расходятся, и Шики начинает вести себя неловко. Со временем он становится все более беспокойным, и Джуджи говорит ему успокоиться, потому что сейчас он выглядит подозрительно. Когда Шики пытается успокоиться и вести себя нормально, он становится еще более неловким и спотыкается о неровную плитку. Джин использует этот шанс, чтобы наступить ему на руку, и Шики злится на него, но Ната говорит ему перестать вести себя как клоун. Шики нервно поглядывает на камеры наблюдения вокруг них, и все остальные тоже немного нервничают из-за них. Ната говорит им, что они имеют право нервничать, потому что большинство камер наблюдения в городе связаны с агентством МАО. Если в городе прольется кровь, камеры наблюдения это зафиксируют и немедленно сообщат агентству Монтеро, которое отправит своих агентов.
Все беспокоятся, услышав это, но Куина спрашивает Ната, нужно ли им быть очень осторожными только из-за камер. Он говорит ей, что им не нужно сильно беспокоиться, потому что многие они живут как обычные люди, несмотря на пристальное наблюдение. И пока они не создают проблем, никто не заметит разницы. Затем он говорит всем поторопиться, потому что они опаздывают в больницу, где работает медицинское подразделение. А после этого им нужно пойти в боевое подразделение, где они пройдут обучение. После долгого дня все возвращаются в общежитие совершенно измотанными, но Ната говорит им, что их экскурсия еще не закончилась. И на следующий день они будут больше изучать свою область интересов. Затем он говорит Шике сдать кровь, и тот неохотно идет по указанному адресу. Вскоре он подходит к многоквартирному дому, и когда он звонит в дверь, ему открывает зрелая женщина с пышными формами. Шики начинает тянуться к женщине по имени Мэри, которая уже говорила с Ната о сдаче крови. Она быстро берет у Шики кровь, и он удивляется, потому что думал, что это займет больше времени и будет больнее. Его взгляд постоянно блуждает по фигуре Мэри из-за ее пышных форм, и она решает подарить ему кусочек рая, потому что она извращенка и файл в формате PDF. Шики ошеломлен этим, а затем Мэри даже предлагает забрать его девственность, что слишком для его одинокого мозга. Он убегает, ничего не понимая, не зная, дразнила ли его Мэри, или это было самое близкое к вечеринке, на которой он когда-либо был. Когда он возвращается, все еще рассеянный, Мэри жалеет его, думая, что ему нужно немного развлечься, потому что его жизнь будет короче, чем у большинства людей. Но она не может заставить себя сказать это ему в лицо. В любом случае Шики идет навстречу с Микадо, хотя он все еще не пришел в себя. Они решают посмотреть фильм с кучей оружия и взрывов, но фильм оказывается трагедией, которая заставляет Шики плакать. Он говорит, что фильм о друзьях детства, вынужденных сражаться друг с другом на войне, слишком трагичен. Микадо соглашается с ним, но затем спрашивает, если бы они встретились на поле боя, Шики бы в него выстрелил? Шики отвечает, что ему не нравятся такие вопросы, и Микадо говорит ему, что это просто гипотетическая ситуация. Шики говорит, что он бы позаботился о том, чтобы никто не погиб, а затем пошел бы прямо к начальству, чтобы быстро закончить войну. Микадо замечает, что его решение слишком идеалистично, и Шики отвечает, что это просто гипотетический ответ на гипотетический вопрос. В этот момент Микадо получает сообщение от Шиньи, который зовет его на работу. Он в спешке уходит, извиняясь перед Шики за то, что прервал их встречу. Но через несколько секунд Шики тоже получает звонок от Ната, который говорит ему поторопиться обратно в отель, потому что поблизости произошел несчастный случай. Несколькими минутами ранее, когда Ната и остальные студенты возвращались в отель, мимо них пробежала пара братьев и сестер. Никто не обратил на них внимания, кроме Джина, который заметил грузовик, едущий прямо на них, когда они переходили дорогу. Он увидел, что водитель грузовика заснул, и грузовик был готов отправить братьев и сестер в другой мир. Дети замерли от страха и обнялись, а грузовик мчался прямо на них, но Джин не мог просто стоять и смотреть, как они умирают. Он использовал свои способности крови и выстрелил в грузовик бензопилой, проткнув шину и заставив его съехать с дороги. Грузовик занесло, но старшая сестра все равно пострадала, к большому удивлению Джина. Однако в этот момент Ната вывел его из оцепенения и сказал, что им нужно немедленно покинуть это место, потому что он использовал свои способности крови. Камера наблюдения поблизости все записала и отправила информацию в агентство «Мама», и они могут приехать туда в любой момент. Как и подозревал Ната, запись аварии попадает на базу Маматера, и они немедленно отправляют ее всем своим агентам на местах. Тем временем Ната говорит всем своим студентам переодеться, чтобы они могли пойти в другое место и спрятаться. Ему звонит Каору, который тоже слышал об этом инциденте, и говорит Ната, что группа поддержки отвезет их в безопасное место. Ната сообщает ему, что Шики сейчас один, и Каору решает отправить кого-нибудь, чтобы забрать его в безопасное место. С другой стороны, видеозапись и фотография Джина попадают к Шинье и Микадо. Шинья задается вопросом, тот ли это парень на видео, и есть ли у него какая-нибудь информация о нем. Он не возлагает больших надежд на идиота, который был настолько неосторожен, что использовал свои способности крови на публике. Но он планирует поймать его и вытянуть из него всю информацию, какую только сможет. Он говорит, что если у них не будет полезной информации, они просто убьют его и пойдут дальше, но Мекаду не нравится эта идея. Он говорит, что они должны оставить его в живых, потому что он спас детей. Но Шинья отвечает, что это не имеет значения, потому что они должны быть убиты. Однако Микадо не придерживается этой идеологии. Он утверждает, что это его личное правило – не убивать они, которые спасают людей. Шинья злится на это, но ничего не говорит, потому что ему нужна сила Микадо, чтобы победить Шики. Он решает пока позволить ему делать то, что он хочет, потому что он планирует использовать его, чтобы получить повышение, которого так отчаянно хочет. С другой стороны, Каору привел Ната и других студентов в подземное помещение, которое разведывательное подразделение использует для хранения важных файлов и проведения встреч. Кари спрашивает, не был ли старый книжный магазин их базой, и Каору объясняет, что это одна из их многочисленных ловушек, которые разведывательное подразделение использует, чтобы смешаться с обычными людьми во время сбора информации.
В чрезвычайных ситуациях, подобных этой, ловушки сбивают врагов с толку и не дают им найти их настоящее укрытие. Затем Каору говорит Ната, что он отправил кого-то за Шики, и спрашивает, что он планирует делать дальше. Ната отвечает, что они немедленно вернутся в академию, и Каору уходит, чтобы подготовить для них комнаты для отдыха. Роуп рад, что они возвращаются в безопасное место, но он в ярости, что их поездка так быстро закончилась. Однако члены разведывательного отряда злятся на этих сопляков, которые создали им проблемы, используя свои способности на публике. Кари готов подраться с любым, кто осмелится сказать ему это в лицо, но Джин молчит, обдумывая свои действия. В этот момент возвращается Каору с Шики, который сразу же спрашивает, что здесь происходит. Он очень удивлен, когда узнает, что Джин спас 2 детей, и начинает его хвалить. Он говорит, что испугался, когда услышал об аварии. Но оказалось, что Джин просто кому-то помог. Однако Шики не понимает, почему все выглядят такими раздраженными, когда должны хвалить Джина. Каору впечатлен тем, насколько тупым может быть Шики, но он хвалит его за то, что он ясно выражает свои мысли. После этого Ната говорит Джину, что он поступил правильно. Но это было неправильно, потому что они все оказались в опасности. Он говорит ему поработать над своими физическими способностями и в следующий раз спасать людей, не используя свою кровь. Ната уходит, а Шики начинает подшучивать над Джином, говоря, что никогда бы не подумал, что такой бессердечный ублюдок, как он, может кого-то спасти. Однако Джин начинает дуться, говоря, что он не смог спасти ее снова. Шики интересуется этим, но тут Ната говорит им, что их комнаты готовы, и они должны немного отдохнуть до восхода солнца. Оказавшись в своей комнате, Джин впадает в депрессию, думая о том, что не смог спасти старшую сестру, даже используя свои способности. В то же время, в другой части города проходит вечеринка, на которую приходит Шинья. Диди из Тему приглашает его присоединиться к веселью, но Шинья отказывается, говоря, что он здесь по делу. Он приказывает Тему Диди немедленно выгнать девушек, и когда тот пытается возразить, она выливает ему на голову ледяной напиток, говоря, что он не должен забывать, кто позволил его банде подняться на вершину и наслаждаться этой роскошью. Диди наложил в штаны, увидев, что Шинья разозлился, и тут же выгнал всех девушек, оставив в комнате только своих приспешников. Затем Шинья показывает ему фотографию Джина и говорит, что он должен найти его до конца ночи. Однако прежде чем гангстеры отправятся на задание, Шинья решает хорошо провести время с ними. Он открывает бутылку дорогого алкоголя, чтобы отпраздновать свое повышение заранее. Гангстеры веселятся с Шинья, прежде чем уйти, но новым членам банды он кажется странным. Даже ветераны банды мало что о нем знают, но они могут сказать новичкам, что Шинья – причина, по которой их маленькая банда смогла стать такой успешной. Они чувствуют странную напряженность в глазах Шинья, и кажется, что он видит все насквозь, что делает его по-настоящему жутким. Гангстер прав, и способности Шинья действительно связаны с его глазами. Он может видеть все, что видят гангстеры, потому что, когда он дал им дорогой алкоголь, он добавил в него свои черные бактерии. Бактерии заразили глаза гангстеров, позволяя им видеть все, что видят они, в течение следующих 24 часов. Внезапно он замечает что-то на одной из своих досок и тут же связывается с гангстером, говоря ему повернуть направо, где стоит парень в маске. Гангстер шокирован этим и спрашивает, откуда Шинья узнал об этом. Он спрашивает, стоит ли им схватить парня в маске, но Шинья говорит ему остановиться. Он уверен, что это тот самый, а не с видео. Он знает, что обычные бандиты с ним не справятся. Поэтому он задается вопросом, есть ли способ наверняка поймать они. Однако ему также интересно, почему они вернулся на место аварии, когда знает, что агентство Мамотара хочет его поймать. Затем он переходит к другому гангстеру, который смотрит на фотографию, где он спит с девушкой, и говорит ему проникнуть в больницу рядом с ним. Гангстер говорит, что не может этого сделать, потому что сейчас он на испытательном сроке. Но Шинья угрожает ему, показывая фотографию, на которой он спит с любовницей своего босса. Он говорит парню проникнуть в больницу, если он не хочет, чтобы его босс узнал об этом, и у гангстера нет выбора, кроме как подчиниться. Оказывается, Шинья был прав насчет парня в маске, это был Джин. Джин тоже в больнице, и он спрашивает у администратора о девушке, которая пострадала в аварии. Она говорит ему, что сейчас он не может ее увидеть, потому что время для посещений закончилось, а затем спрашивает, не родственник ли он ей. Он отвечает, что просто был там, когда произошла авария, и хотел убедиться, что с девушкой все в порядке. Джин решает уйти, и видя, что он расстроен, администратор говорит ему, что с девушкой все в порядке. Она просто ударилась головой, защищая свою сестру. Джин с облегчением это слышит, и увидев его нежную улыбку, старушка превращается в PDF-файл и пытается поговорить с ним еще немного. Она говорит, что старшие сестры действительно замечательные, потому что они спасают своих младших братьев и сестер, рискуя своей жизнью, и Джин вспоминает свою сестру, прежде чем согласиться с женщиной. Он уходит из больницы. Но как только он выходит за ворота, его окружают гангстеры. Джин спрашивает их, кто они такие и что им от него нужно. И Тему Диди отвечает, что вообще ничего о нем не знает. Но их послали сюда, чтобы привести его. Он говорит Джину сесть в их машину, которая его ждет, но тот отказывается. Диди злится и показывает ему видео, где один из его приспешников угрожает раненой девушке ножом. Джин потрясен этим и боится, что девушка действительно может погибнуть.
Он соглашается сесть в машину с гангстерами, связав руки пластиковыми стяжками. Вскоре гангстеры добираются до своего бара и отправляют Джина в комнату пыток, где его с нетерпением ждет Шинья. Он привязывает его к стулу и спрашивает, был ли он среди они, которые были в Киото вместе с Шики. Ну, он просто хотел послушать, что скажет Джин. Потому что у него уже есть подтверждение его личности благодаря Момотаро. Он слышал о блондине Франкенштейне, которого зашили, и теперь уверен, что Шики должен быть в этом городе. Пока он смеется над своей удачей, Джин говорит ему, что он не собирается отвечать на его вопросы. Однако Шинья знает его слабость и спрашивает, беспокоится ли он о раненой девушке. Джин реагирует на его насмешку и спрашивает, с каких это пор агентство Момотаро стало нанимать бандитов низкого уровня. Она утверждает, что он не понимает, о чем говорит, и продолжает разговор о раненой девушке. Он говорит, что она может быть в опасности, потому что в мире полно больных монстров. И Джин спрашивает его, действительно ли он собирается причинять вред гражданским, чтобы заставить его говорить. Шинья смеется и говорит, что он ничего не собирается делать, но кто-то другой может. Он спрашивает Джина, хочет ли он, чтобы девушка была в безопасности, и тот все больше нервничает. Через несколько секунд Шинья открывает дверь своей комнаты пыток и говорит Диди присмотреть за Джином, пока он ненадолго выйдет. Джин спрашивает его, куда он идет, и Шинья просто дразнит его, прежде чем закрыть дверь. Однако он знает, что сейчас ситуация для него неблагоприятная. У него нет большой боевой силы, и даже с Микадо он не сможет справиться с Шики и Ната одновременно. Он сразу же звонит Микадо и говорит, что им нужно срочно встретиться. С другой стороны, Ната находит записку с извинениями от Джина, который пропал больше часа назад. Все злятся, что он действует в одиночку. Но потом Шики упоминает, что он вел себя немного странно. Ната и Каору решают предположить худшее и действовать соответственно, потому что агентство Момотаро уже может быть в движении. Остальные на базе очень обеспокоены тем, что Момотаро активны, а студенты не понимают, почему они так встревожены. Он спрашивает Каору, действительно ли Мао в этом регионе так опасны, и тот отвечает, что Момотаро, отвечающий за этот регион, один из самых безумных парней, о которых он когда-либо слышал. Тем временем Микадо и Шинья идут на базу агентства Момотаро, где собрались другие бойцы. Среди них Цукайми, капитан 20-го отряда, который занят строительством карточной башни, и его заместитель Асаку, который злится на капитана за то, что тот все время такой спокойный. Он говорит капитану, чтобы тот перестал тратить время на строительство карточной башни. Но Цукайми говорит, что его любимая гадалка написала, что если он сможет построить 10-этажную карточную башню, то обретет настоящее счастье. Он говорит, что предсказания гадалки никогда не ошибаются, и она даже предсказала, что сегодня у них будут неожиданные гости. Цукайми спрашивает их, чего они хотят, и Микадо тоже хочет знать ответ на этот вопрос. Однако Чинья говорит, что он здесь с предложением, от которого они не смогут отказаться. Ну, Каку даже не хочет слушать его предложение, потому что злится, что Шинья пришел на их территорию без приглашения и пытается делать все, что ему вздумается. Ну, Микадо понимает, что Шинья и Асаку похожи, и поэтому они не ладят. В любом случае, Асаку поворачивается к своему капитану и спрашивает, что им делать с ними, и тот берет книгу гаданий, чтобы решить их судьбу. Асаку сейчас очень раздражен. Но Цукайми читает книгу и говорит, что пророчество гласит, что первый шаг к следующему этапу уже сделан. Цукайми не понимает, что это значит, но думает, что должен выслушать Шинью, прежде чем понять смысл пророчества. Шинья уверенно говорит ему, что нашел связь с ребенком Кишина, и все в комнате внезапно заинтересовались тем, что он сейчас скажет. Шинья говорит мне и Асаку, что они собираются уничтожить ребенка Кишена, но для этого им нужна их помощь. Асаку приходит в ярость, услышав это, и его темные бактерии заглушают свет в комнате. Он угрожающе просит Шинью дать ему вескую причину помочь ему набрать очки на их территории, потому что, если он этого не сделает, он прикончит его прямо здесь и сейчас. Цукайми говорит своему заместителю успокоиться, потому что драться с другими агентами нехорошо. Затем он спрашивает Шинью, зачем ему вообще нужна помощь, потому что даже если он сражается с ребенком Кишина, с ним Микадо. И он достаточно силен, чтобы справиться с этим. Цукайми высоко ценит Микадо, говоря, что его мастерство подтверждается тем, что в его возрасте он стал заместителем капитана. Микадо ведет себя скромно, говоря, что он не такой уж и сильный, и кроме того, он не очень заинтересован в конфликтах. Он утверждает, что иногда вообще не хочет драться, и он все еще пытается смириться с тем, что они идут за ребенком Кишина. Его скромное поведение злит Асаку, который говорит, что убийство они — это самое большое развлечение, которое они могут себе позволить. И Шинья говорит, что позволит ему повеселиться в обмен на помощь в уничтожении Шики. Он говорит Асаку, что тот может сразиться с Ната в обмен на помощь, и тот внезапно заинтересовался предложением. С другой стороны, все студенты готовы отправиться в академию в любой момент. Но они не могут уйти, потому что Джин все еще там. Ната спрашивает, что им делать, чтобы найти его. И Каору предлагает обратиться за помощью к боевому отряду, который здесь находится. Однако в этот момент туда прибывает капитан боевого отряда и отказывается мобилизовать своих солдат для поиска Джина.
Он говорит, что Джин оставил записку, в которой написал, что принял это решение самостоятельно, и теперь, что бы с ним ни случилось, он будет нести за это ответственность. Шики приходит в ярость, услышав это, и спрашивает, позволит ли Масуми одному из них столкнуться со смертельной опасностью. И парень, который выглядит так, будто не знает, что такое сон, отвечает, что любой, кто настолько глуп, чтобы действовать самостоятельно, может умереть сам по себе. Затем он приветствует Ната, говоря, что тот действительно изменился, потому что не ожидал, что кто-то вроде него будет нянчиться с этими сопляками. Ната пытается договориться с ним, чтобы отправить боевой отряд, и Масуми объясняет причины этого. Он начинает с того, что рассказывает о том, что выяснила следственная группа. Он говорит, что они выяснили, что студента похитили, и в этом деле замешаны гражданские лица. Но виновником похищения было не агентство Момотара. Шики не может поверить, что Джина похитили какие-то обычные парни, и Масами объясняет, что его похитили мелкие бандиты, используя довольно простые методы. Однако, учитывая, как им удалось его спрятать, за ними, должно быть, стоит Момотара. Масами знает, что бы они ни делали, Момотара, назначенные в регион Нерима, никогда не вовлекают в это дело гражданских лиц. Это значит, что за бандитами стоит другая фракция. Ната теперь понимает ситуацию и говорит, что если они опрометчиво отправят боевой отряд, то могут понести большие потери, потому что не знают, сколько врагов им противостоит. С другой стороны, Шики с его куриными мозгами трудно это понять. Поэтому Каору объясняет ему это простыми словами. Он говорит, что если они отправят свой боевой отряд на спасение Джина, Мамута из Нарамы может напасть на их базу. Хуже того, Мамута может превзойти их численностью на поле боя и убить их солдат, что создаст большую опасность для остальных живущих в этом районе. Джуджи предлагает вызвать подкрепление из другого района. Но Масуи напоминает ему, что это ослабит их оборону, так что это тоже не вариант. Масуи говорит, что в отличие от агентства Момотара, у них всегда не хватает людей, поэтому они не могут так поступать. Однако он считает, что на этот раз они не в невыгодном положении, потому что на их стороне Ната, а он раньше был элитным бойцом из Токио. Массини вспоминает прошлое, говоря, что помнит то время, как будто это было вчера. Ната уничтожил 100 Мамута и пролил их кровь за одну ночь. И Масами никогда не забудет тот ужас, который он испытал в тот день. Все впечатлены, узнав, что их учитель когда-то был крутым парнем. Но я говорю, что это в прошлом, и теперь он перестал сражаться, чтобы присматривать за сопляками. Ната это не волнует, и он просто спрашивает, провел ли он какое-нибудь расследование о банде, которая похитила Джина. Мао отвечает, что он уже нашел местонахождение банды, и теперь им просто нужно пойти и спасти Джина. Шики впечатлен тем, что несмотря на нежелание отправлять своих солдат, Мао очень им помогает, и он извиняется за то, что накричал на него раньше. Мао даже не воспринимает его всерьез и говорит Ната, что они с Каору проникнут туда. Шики и Акари тоже хотят пойти с ними, но Масами говорит им, что они даже не могут справиться с охраной. Так что им лучше забыть о том, чтобы идти в зону боевых действий. Однако Ната говорит ему, что ничего страшного, если они пойдут с ними. Масуи думает, что он шутит, но Ната верит в способности своих учеников и считает, что реальный опыт будет более эффективным в их обучении. Масуи это не волнует, и он говорит, что мальчики никуда не пойдут. Но тут Джуджи говорит, что может помочь разведывательному отряду, отправившись первым, спрашивает, не хочет ли он присоединиться к разведывательному отряду. И тот соглашается, говоря, что его способности не подходят для боя, поэтому он может помочь только в этом. Масуми приходит в ярость, услышав это, и хватает его за воротник, спрашивая, не издевается ли он над разведывательным отрядом. Он говорит ему, что неспособность сражаться не причина присоединяться к разведывательному отряду. Потому что они первыми входят на опасную территорию. Обычно они уходят до начала настоящих боев, но иногда подкрепление приходит слишком поздно, и их захватывают враги. Если им повезет, они умирают на месте. Но если им не повезет, враг пытает их, чтобы получить информацию, прежде чем убить. Говорит, что даже тогда они никогда не выдают ценную информацию и предпочитают умереть. Он говорит, что это касается не только разведывательных отрядов, но и боевых и вспомогательных подразделений. И безопасной зоны нет ни для кого. Он спрашивает Джуджи, хватит ли у него смелости справиться с этим, и тот теряется. Он говорит, что у разведывательного отряда легкая жизнь. Но потом говорит, что поступил в академию, потому что хотел быть полезным своему сообществу. Он утверждает, что давно готов умереть, и Акари соглашается с ним. Говорит, что если бы они не были готовы умереть, их бы здесь не было. Остальные соглашаются с ним, хотя и не так уверены, что готовы умереть. Шики отвечает, что он тоже готов умереть, но он предпочел бы стать сильнее, чтобы никому не пришлось умирать. Он просит Масами отпустить их, и тот просто смотрит на Ната в поисках подтверждения. Ната отвечает, что отправка учеников будет лучшим вариантом для их обучения, и поскольку у них всегда не хватает людей, это решит сразу две проблемы. Масуми решает уступить их просьбе, но дает понять всем, что они не получат особого отношения только потому, что они дети. Ната делит учеников на разные команды. Джуджи и Гомер в разведывательном отряде, и они должны поддерживать Масуми и Каору, остальные ученики в боевом отряде. И они присоединятся к нему, чтобы спасти Джина. Ната говорит, что они должны стараться избегать боев, насколько это возможно,
и Шики спрашивает, нужно ли им снова переодеваться. Ната отвечает, что в этом нет необходимости, потому что они все равно идут на вражескую территорию. А в экстренных ситуациях маскировка может еще больше запутать ситуацию. В этот момент приходит Масами с формой для всех, и они готовятся выйти на поле боя. С другой стороны, Асаку все еще не может поверить, что у него есть шанс сразиться с Ната. Микадо даже не знает, почему он так взволнован предстоящей битвой со случайным «они». А Шинья говорит ему, что когда-то Ната в одиночку убил 100 стрел. Но теперь он отошел от линии фронта. Шинья говорит, что Ната и Шики всегда вместе, и сразиться с ними обоими будет слишком сложно для одного Микадо. Поэтому он хочет, чтобы отряд Цукайоми разобрался с Ната, пока он будет сражаться с Шики. Шинья считает, что это выгодно им обоим, и Асаку предупреждает его, что он должен быть готов к последствиям, если он лжет. Шинья говорит ему, что он не лжет, когда дело касается бизнеса, и обещает Саку, что у него будет шанс сразиться с легендарным бойцом «они». Цукайоми доверяет информации Шиньи, потому что именно так он стал капитаном. И он принимает предложение. В этот момент Шинья получает подтверждение, что Ната вошел в место, где держат Джина. Он спрашивает Цукайоми и Асаку, готовы ли они, и они начинают ухмыляться, как заядлые бойцы. Цукайоми говорит, что они пойдут по плану Шиньи, и спрашивает, не хочет ли он, чтобы ему тоже погадали. Шинья отказывается, потому что не хочет делиться такой важной информацией, как дата рождения, но Микадо с радостью сообщает свою дату рождения и группу крови. Шинья уходит в туалет, а Цукайоми тем временем гадает ему. Он говорит, что встретит кого-то особенного, и у них будут крепкие отношения. И Микадо сразу же думает о Шики. Однако в предсказании также говорится, что отношения могут разрушиться из-за одного неверного шага. Микадо теряется, и Цукайоми говорит, что он может улучшить свою удачу, надев ходули, но он решает этого не делать. С другой стороны, Шинья связывается с Тему Диди и просит его вылить ведро воды на Джина, потому что он пытается вести себя как Чики. Диди подчиняется его приказу, и Шинья говорит ему выйти из комнаты и спрятаться, пока он ждет следующего приказа. Вскоре Чики и другие добираются до клуба, где держат Джина. Шики хочет немедленно напасть на Джина, но Масами говорит ему, чтобы он перестал вести себя как идиот. Он просит Джуджи использовать свои способности, чтобы разведать обстановку, и тот сразу же соглашается. Удивительно, но он не может точно определить местоположение здания, но Масами этого и ожидал. Он говорит Джудже, что у его силы есть серьезные недостатки. Во-первых, он не может двигаться, пока использует ее. А во-вторых, его сила не может точно определить местоположение людей в многоэтажном здании. Масуи говорит ему, что ему нужно поработать над своими навыками, и это отличный шанс поучиться у профессионалов. Он просит Каору выяснить, сколько людей в здании, и тот сразу же капает несколько капель крови в маленькую бутылочку. Джуджи спрашивает, как это работает, и Каору объясняет, что когда он встряхивает бутылочку, эхо говорит ему, сколько людей поблизости и где они находятся. Он также может изучить расположение зданий вокруг себя и говорит, что это похоже на технику эхолокации, которую используют летучие мыши и дельфины. Каору говорит, что его сила дает ему очень упрощенное представление об окружающей обстановке, и любой может ее использовать. Шики сразу же хватается за эту возможность и просит Каору дать ему попробовать. Он яростно трясет бутылочку. Каору говорит всем, что хотя любой может использовать его эхолокацию, можно перегрузить мозг информацией. И именно это происходит с Шики. Его тошнит, потому что он не может справиться со всей информацией в своем мозгу, которая четче, чем экран iPhone 17. Каору знал, что так и будет, и говорит, что люди с высоким уровнем ЭГ лучше всего справляются с его способностью. Джуджи пробует, потому что уверен в своем интеллекте. Но даже его начинает тошнить. Масуми говорит детям перестать дурачиться и спрашивает Каору, что он узнал. Каору отвечает, что он чувствует Джина только в подвале здания, и рядом с ним нет Маматера. Интересно, сбежали ли они? И он решает выяснить это сам. Он кусает большой палец и слизывает кровь, внезапно становясь невидимым. Шики пугается, увидев это, а Джуджи расстраивается, потому что теперь понимает, что сильно отстает от Масуми и Каору. Ната видит, что он борется со своими эмоциями и протягивает ему руку. Джуджи говорит, что сейчас он чувствует себя бесполезным и слабым, и Ната говорит ему, что он станет лучше с практикой. Он рассказывает, что когда Масуми впервые пробудил свои силы, он мог быть невидимым только 30 секунд, но после тренировок как будто от этого зависела его жизнь. Он смог увеличить это время до 10 минут. Джуджи с трудом в это верит, и Ната говорит ему, что он тоже может стать выдающимся, как Масами и Каору, если будет усердно работать. Тем временем Масами добирается до клуба и обнаруживает, что он заперт. Он легко открывает замок и видит, что в клубе никого нет и нигде нет ловушек. Он понимает, что бандиты в спешке покинули это место, и это наводит его на мысль, что что-то не так. Несмотря на это, он продолжает идти вперед, пока не доходит до комнаты, где держат Джина. Масуми обнаруживает, что не может открыть дверь в комнату. Поэтому он просто разговаривает с Джином, спрашивая, есть ли внутри ловушки. Убедившись, что Масуи не враг, Джин говорит, что ловушек нет, и Масуи вскоре приводит с собой боевой отряд. Шики спрашивает, как они могут открыть дверь, но Икори говорит ему, что это его забота.
Он расстраивается, что пришел сюда сражаться, но единственное, что ему мешает, это большая дверь. Поэтому его гнев проявляется в виде когтей Росомахи. Икори одним ударом выламывает дверь, и все входят в комнату пыток. Шики начинает смеяться, увидев Джина, привязанного к извращенному креслу, но Ната бьет его, пока Масуми освобождает Джина. Как только Джин освобождается, он выбегает на улицу, говоря Ната, что Маматера взяли в заложники ребенка, и ему нужно пойти и спасти ее.